Go Live не нажал, да, в Ютубе? А что-то... Не, OBS не нажал Go Live. Всем привет. Я так понимаю, что О, нет. пошло. Да. Привет. Привет. Павел, давай ты стартовую речь теперь. Ну ладно, попробую я. Ребята, всем привет. Наконец-то мы дождались того момента, когда мы сможем немножко рассказать про информационную безопасность, потому что так, все нормально слышно, надеюсь. Ну, мы уже не раз, наверное, говорили в своих стримах, что мы периодически участвуем в разных проектах. Сейчас это проект по информационной безопасности. И так как мы разрабатываем сервис, в рамках этого сервиса мы постоянно общаемся с пентестерами, и у нас Паш, есть Да. ты, конечно, молодец, но заставку переключи на наши морды, Ну пожалуйста. давайте переключу. Спасибо, что напомнил. напомнил. Да, и у нас была возможность уникально пригласить к себе в эфир Александра, который знает не понаслышке, что такое пентест, он ими постоянно занимается, у него своя команда пентестеров. И, Алексей, я тебя не видел в такой крутой шапке, вот только что увидел. Откуда ты ее взял? Там сделали. Это защита от взлома. Защита. Крутой девайс. Да, хватит вот этих вступительных речей. Знакомьтесь, это Александр. Да, он занимается тестами. Эхо. Павел, эхо. Команда, да, эхо. Это же было. Так, да, все, наверное, сейчас должно пропасть. Теперь мы тебя не слышим. Но, наверное, на стриме слышат. Да, наверное. Давайте я что-то выключу у себя, как будто бы. Вот так вот, наверное, не должно быть эхо. Ну все, давайте продолжим. Давайте начнем. Александр, можешь о себе пару слов сказать и пойдем к вопросам. Да. Мне приходится заниматься информационной безопасностью где-то с 2000 года приблизительно. Вот. Может быть, столько не живут, конечно, некоторые слушатели еще пока. Но вот первые разы, когда я столкнулся с инфобезом, это был 2000 год. Вот. Все, конечно, тогда было сильно проще, намного. Все было совсем прям примитивно. Но, тем не менее, безопасностью начал заниматься именно в тот момент времени. И просто для примера вам расскажу байку, которая ни разу не байка, для того, чтобы быть уверенным, что логи после ночи останутся в сохранности, и никакой хакер, злоумышленник их не добудет. Логи копировались по ком-порту, надеюсь, вы знаете, что это такое, на другой сервак. И другой сервак был отключен от сети, от интернета, доступа туда не было, кроме как ком-порта. Вот. Если не знаете, что это, пишите. А я по компорту мышку такую квадратную раньше подключал. Да. Я не знал, что можно компы еще друг к другу коннектить. Можно. Еще можно по LPT-порту было коннектить, но LPT-порт намного быстрее работает, если что, чем ком. Но по ком-порту было проще, чем по LPT. Не все девайсы поддерживали. Вот. Так что, если коротко, инфобезом занимаюсь давно. Последние несколько лет занимаемся... Ну, до этого я занимался в основном средствами защиты и защитой. А последние несколько лет 5 примерно, перешел в... Чуть не сказал на темную сторону. Нет, не на темную сторону, просто в область атаки. Уже в исследовании с точки зрения нападения. Спасибо, Александр. И вот нам сегодня Игорь в чате писал про, что у программистов есть техника парного программирования, а у пентестеров double penetration. И мы часто слышим слово penetration. И расскажи нам вкратце, кто такой вообще пентестер, чтобы вот раз про penetration. Да, значит, смысл нашей работы заключается в том, что мы ищем слабые места в защите компании и вламываемся туда, используя различные техники, если коротко. И да, нам за это еще и платят. Причем, в отличие... Чем отличается пентестер от хакера, знаете? Быстренько скажу, прям моментально.
Хакеру платят после того, как он взломал, а нам до. И пока нам не заплатили, мы ничего ломать не будем. Мы ленивые жопы. Соответственно, мы работаем только после предоплаты, исключительно. И, естественно, заключаем договор с компанией, которую мы собираемся ломать. То есть мы полностью работаем всегда в открытую и всегда в правом поле. Но Но хакеры, наверное, и получают больше, да? Возможно, ну, невозможно, а точно совершенно хакеры получают больше, но нам туда не надо, мы туда не хотим. С точки зрения, знаете, если говорить про те же самые древние года, раньше хакер не вызывал такой негативного окраса, это просто был квалифицированный чувак, который очень круто разбирался в IT. Он очень хорошо разбирался в технологиях, очень хорошо разбирался там и в программировании, и в настройках системы. И такого пацана называли хакером. А потом почему-то это все пошло в негативную область. Поэтому я могу сказать, что у нас много специалистов в команде, ну, несколько специалистов в команде, которые являются полноценными хакерами, но тем не менее они работают в правом поле. мгм. Шапочка огонь просто. Да, Александр, а вот когда ты говоришь, вы занимаетесь взломом компании, получается, вот мы сегодня говорим про безопасность веб-приложений, и получается, как компания и веб-приложения между собой связаны с точки зрения взлома. Тут фишка в том, что ни одно веб-приложение не работает само по себе. Ну, никогда. Такого не бывает от слова совсем. Любое веб-приложение, оно всегда работает в начале на каком-то фреймворке. Если, предположим, нет фреймворка, оно написано даже, вот давайте для простоты, чистый HTML, голый HTML, больше ничего. Все равно оно будет работать на каком-то веб-сервере. Чтобы веб-приложение работало, нужно, чтобы какой-то веб-сервер отдавал странички. Соответственно, мы уже, получается, у нас есть веб-приложение, которое работает на каком-то веб-сервере. Веб-сервер не сам по себе работает, он сам по себе работать не умеет. Ему для работы что нужно? Ему нужны какие-то библиотеки и какая-то операционная система, в которой он крутится. Итого мы с вами получаем веб-приложение, которое стоит на каком-то фреймворке, подключается к какой-то, извиняюсь, SQL базе, а это отдельная сущность совершенно. Все это вместе работает в какой-то операционной системе. Там еще где-то веб-сервер какой-то, еще, может, прокся даже какая-то висит. И все это безобразие находится на на какой-то железке. А если еще между железкой и операционной системой висит какая-нибудь там средство виртуализации, то еще все это завернуто в средство виртуализации. А у сервера есть еще такая штука, как IPMI, ILO, iDRAC. В общем, это такая штука, через которую можно управлять удаленно уже самой железкой, настраивая все, включая операционную систему и даже средства виртуализации. То есть получается, что у нас возможность сломать веб-приложение не только напрямую ломиться в само веб-приложение, но еще и изучать все, что есть там глубже. Поэтому связь прямая, поскольку если сайт находится, ну давайте представим себе в качестве веб-приложения какую-нибудь OVU, например, это Outlook Web Application, то есть это почта электронная фактически. Вы знаете, что такое Outlook, да, наверное? Так вот, представьте себе, что компания развернула себе Exchange, Microsoft Exchange, поставила сверху Outlook Web Application, или WebAccess, и это как веб-приложение работает. И вот это все подключено к инфраструктуре компании с ее доменными учетками. Соответственно, если мы ломаем OVU, через нее ломаем Exchange или просто ломаем Exchange напрямую, мы попадаем сразу в инфраструктуру компании, просто с ноги. Вот пример. Поэтому связь иногда прямая. То же самое можно сказать по поводу CRM-систем каких-нибудь. Давай по вопросам. Все, тихо, 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 Молчу. остановись. Алексей, у тебя есть что добавить? У меня такой микровопрос. То есть, получается, уровень безопасности всей системы равен уровню безопасности самого незащищенного узла. Да, самого слабого. Не всегда это так, но чаще всего именно так. Мгм. Ну, просто иногда самый слабый узел может быть очень глубоко спрятан, а то, что наружу торчит, Да? может Мгм. быть более защищенным. Да. Давайте теперь к более понятным вещам перейдем. Я подготовил несколько вопросов. Они достаточно простые и, возможно,
Эти вопросы волнуют многих. Вот у меня есть мой сайт. Он крутится на веб-сервере каком-то, не знаю, я купил либо в Хедснере, либо в DigitalOcean арендовал себе сервачок маленький. И он публичный. И вот есть у меня, допустим, открытый SSH-порт. И поможет ли мне смена номера порта с 22 на какой-то другой, там 4 двойки, там 2233, ну, типа нестандартный. А, Поможет ли мне это? И вот я могу здесь еще добавить, что да кому я вообще нужен? Мой IP не ну, хотя здесь чуть-чуть другой, ладно, мы это чуть попозже. Давай про порт сначала начнем. Да, значит, дело в том, что у нас всего 65 тысяч с копейками портов, или без копеек, неважно. И, соответственно, чаще всего сканируется топ 1000 портов для скорости. Хакерами, я имею в виду. Но если очень надо и очень заинтересовал прям вот компания, то можно просканировать все порты, и тогда порт нестандартный тоже будет найден в любом случае. Поэтому ответ нет, не поможет. Если цель была именно спрятаться. А сколько вообще по времени занимает вот 65 тысяч портов просканировать? Как это вообще выглядит? Здесь мы упираемся в несколько вещей. Давайте так, в идеальной ситуации, вот прям вот все идеально, можно там условно, ну или почти самое идеальное. В течение часа это можно сделать. Вот. Иногда это можно сделать быстрее, если распараллелить и делать на нескольких хостах сразу одновременно. Условно говоря, вот ты запустил один Nmap там от одного порта там, до 1000-го, условно, потом с 1001 там, до 2000 на другом там, и так далее. Это можно сделать там даже за 15 минут. Вот. И иногда это бывает, делается гораздо дольше, если стоят средства защиты, то хакеры запускают с тайм-аутом проверку для того, чтобы их фаервол не блокировал. И тогда это может идти в течение недели или 2. Разведка такая. Мгм. Ну, получается, что на DigitalOcean у нас средств защиты, скорее всего, не будет. И где бы мы порт, как бы мы ему не сменили номер, это бесполезная штука. Можно защититься только а-ля от какого-нибудь чувака, который проверит 22 порт и скажет, ну, значит, заблокирован. Все Типа того. остальные, от них прятаться нет смысла. Да. Так не А спрячешься. эта история работает только когда против тебя кто-то нацелен, или вот, допустим, я поднял себе машинку, обо мне никто не знает, я не публиковался в Яндексе, в Гугле. Да кому я нафиг нужен? Мне бояться открывать портом в MySQL в паблик или не стоит? И бояться или не стоит? Но давайте так. Все порты, которые нестандартные, а 3306 порт нестандартный, он не должен висеть наружу. Если внезапно он висит наружу, это сразу означает, что туда будут ломиться и исследовать этот порт. Больше того, не забывайте, что есть разные сервисы, например, FOFA. Ну, может быть, вы больше знаете Shodan какой-нибудь там или Sensys или что-то в этом роде, которые сканируют порты, сканируют интернет и все это дело спокойненько у себя хранят, потом за денежку это все дело отдают. Но они не только порты, там они еще ошибки сканируют, там номера страничек, там 301 ответы от сервера, там всякие разные. Все это собирают, и потом злоумышленники. Знаете, что самое неприкольное в этих сервисах? Вы не узнаете даже, что вами кто-то интересуется, просто потому, что у вас никаких логов не остается. То есть вы смотрите там из серии «Shodan зашел», а кто конкретно, с какого айпишника, да фиг его знает, Shodan и Shodan, понимаете? То есть разведка вся, она может проводиться таким образом, что вы узнаете, когда к вам ломится уже в последний момент, когда уже к вам пришли. А до этого все это проходит где-то вот на просторах интернета, и как бы ваш сервис вообще никак не задействован. Быстрый вопрос из чата. А если все порты открыты? Ну, отлично. Значит, будет запущен специальный сканер, который проверит ответы от портов. То есть каждый же порт, он не просто так открыт, он еще должен Я имею в виду, отвечать. 65 тысяч портов открыто будет. Сканер. Ну, окей, без проблем. А это просто будет дольше. Проверка будет проводиться дольше, но в целом все будет выявлено. Будет понятно, что какие-то порты просто открыты, чтобы, ну, как типа ханипотов,
а какие-то порты открыты, там действительно что-то висит. И все это будет анализироваться на основании ответов от сервера на Мгм. каждом порту. Спасибо. Давай следующий вопрос. Тоже очень часто многие его игнорируют. Вот, допустим, у меня есть мой доменчик какой-то, и на этом домене я сделал поддомен, в котором PHP MyAdmin или что-то похожее опубликовал. И я сделал что-то нестандартное, чуть длиннее. Как, MD5. какова вероятность того, что это вообще найдут? Спасибо за вопрос. Значит, давайте разберем две ситуации. Первая ситуация – это когда вы сделали домен третьего уровня, и вы его опубликовали в DNS. Это первая ситуация. Вторая ситуация, когда вы не делали домен третьего уровня, вы прописали у себя в файлике там etc hosts название домена третьего уровня, указали свой IP-шник какой-то где-то, и на этом IP-шнике вы настроили в Apache, в Nginx, неважно, а, у вас же вот веб-сервер, он работает по заголовкам, которые вы ему отправляете, по хедерам. Соответственно, он смотрит, что в хедере написано, и подсовывает вам ту страничку, которую вы указали. Например, вы сделали там php myadmin 99, точка чего-нибудь. И вот вы у себя в etc host прописали, чтобы не палиться, прописали вот этот IP-шничек, прописали это имя, и когда вы это имя вводите, понятно, что запрос идет на этот сервак, на ваш. Но Apache и Nginx ваши, которые вы настраивали, они об этом знают. Больше никто, даже DNS не знает. Так вот, есть атака на виртуальные хосты. Вот это называется виртуальный хост. Они могут быть скрыты, могут быть открыты. В данном случае это скрытый хост, он в DNS не прописан. Соответственно, есть специальные инструменты, например, FUF или VFAS, их много разных, которые умеют, по-моему, даже GoBooster умеет это делать. В общем, дофига утилит, которые умеют проверять виртуальные хосты, наличие виртуальных хостов. Есть огромного размера словарной базы, огромного размера, где с вероятностью там, в 95% будет вот это вот имя нестандартное. Если оно не совсем там вот из там 12 символов, там большие, маленькие, спецсимволы и все прочее. Как пароль. Вот. Да, как пароль, а просто какое-то человек понятное имя плюс-минус, то, скорее всего, оно там будет присутствовать, и оно будет найдено с помощью фазинга. А огромные базы — это какие размеры? Огромные базы, 500 тысяч записей. Там есть и больше, но ими уже неудобно управлять, там приходится их резать Ну, то частями. есть получается, сканер просто возьмет базу из 500 тысяч записей и начнет их, а, Методично перебирать, да. да, и проверять, есть ли на этом адресе что-то или нет. Да, да, если там такой виртуальный хост. Мгм. Это одна из техник, она делается в обязательном порядке при разведке. Так, ну и последний вопрос из тех, что вот прям животрепещущий у меня. Стоит ли закрывать публичный доступ к админ-панели? Вот мы установили Bittrex, прости господи, или WordPress, и у него есть всегда панель авторизация. И вот как бы она закрыта вроде паролем. Стоит ли ее закрывать или можно оставить в паблике? Смотрите, здесь какая штука. Значит, первое. Всегда есть такая вещь, как удобство использования и производственная необходимость. То есть, если вы знаете, что у вас пользователи авторизуются и работают с Bittrex откуда угодно, и VPN возможности поставить нету, то да, придется оставить это наружу, но тогда нужно включать двухфакторную аутентификацию однозначно совершенно, сразу прям. Если есть возможность засунуть это все за VPN, то, конечно, лучше засовывать за VPN. То есть, мое мнение, наружу вообще ничего торчать не должно. Вот чем меньше торчит наружу, тем лучше. Есть такое понятие, как поверхность атаки. Чем больше у вас торчит, тем хуже. А что может произойти? Пароль подберут? Могут подобрать пароль, могут найти какие-то уязвимости, которые приведут к выполнению, вот, например, если мы сейчас про Bittrex заговорили или про WordPress, достаточно большое количество уязвимостей, которые находят периодически. И эти уязвимости, они имеют такое свойство, как, например, выполнение удаленного кода на сервере. Вот есть последнее, буквально, я не помню сейчас, вчера, если не ошибаюсь, нашли уязвимость,
в WordPress, которая позволяла ставить, это у нас, если не ошибаюсь, этот антиспам-плагин там был такой, CleanTalk, по-моему, называется, для WordPress. Там порядка 200 тысяч сайтов на нем сделано, приблизительно. Значит, уязвимость позволяет удаленным пользователям, которые не прошли аутентификацию, то есть вообще левые чуваки какие-то, позволяет включать и выключать произвольные плагины, которые уже установлены для WordPress. Таким образом, представьте себе, что у вас какие-то есть плагины, которые вы не включили, потому что они вам не нужны, или они там с какими-то уязвимостями, или что-то еще. Здесь внезапно у вас стоит CleanTalk, то есть один из плагинов, да? Вот, и он стоит, он запущен. Злоумышленник с помощью специальной техники, с помощью этого плагина, пользуясь его уязвимостью, включает тот плагин, который точно уязвим, и который у вас внезапно вы не удалили, он просто там стоял. Он его запускает, и дальше с помощью другой техники уже входит вам в админку и рушит вам сайт. Ну, это в простом варианте. А в сложном варианте он запускает специальные так называемые remote shell'ы и получает доступ с правами администратора, ну, точнее не так, с правами вашего веб-сервиса, веб-сервера к вашему серваку по SSH. Это в плохом случае. Поэтому чем меньше торчит наружу, тем лучше. Тут недавно и у Laravel нашлась ядреная уязвимость, когда можно при определенных условиях подменять енвы. То есть можно было бы подменить енвы и базы данных и всего что угодно. Не знаю даже, что там наворотить. Так что уязвимо потенциально все. Ну вот. Кстати, знаете, что интересно? Эта уязвимость не просто позволяла активировать, она позволяла устанавливать и активировать произвольные плагины. То есть даже если он у вас не стоял, она его могла устанавливать. Вообще капец, слушайте. Исправление было 14 ноября выпущено, прям совсем недавно. Так, давайте следующий вопрос. Вообще хотелось бы больше понимать, для чего, вот как говорил Алексей, что у меня маленький сайт, он там особо никакой пользы никому не приносит, он что-то делает, крутится там потихонечку, бложек я свой веду, и кому он вообще может понадобится и для чего? Вот зачем какой-то хакер пойдет взламывать этот сайт? Что оно ему даст? Ну, взломал он что, свое эго потешит или у него какие-то другие цели взлома? Давайте так. Значит, есть хакеры, которые точно не пойдут ломать этот сайт. Ему это вообще нафиг не надо. Есть скрипт-киди. Это пацаны, которые учатся там в 5 плюс классе, студенты, которые изучают вопросы информационной безопасности. Они ломают все, что угодно, вообще все, что плохо лежит. Например, вот у вас как раз вышла какая-то уязвимость новая, и под нее есть эксплойт. Это важно в этом случае, потому что они, как я говорил, это скрипт-киди, они сами ничего сделать не могут. Они могут только запускать готовые эксплойты. Они нашли какой-то эксплойт под WordPress, допустим, раз мы про него говорили. Дальше они ищут все сайты, которые работают на WordPress, и фигачат туда этим эксплойтом. Получится, не вообще пофиг просто. Получилось, что можно сделать? Им ничего не надо, никакой эго не надо, они просто изучают. Они студенты, они не понимают, что они делают. Потом к ним, конечно, пролетают, но тем не менее. Если у вас сайт, допустим, он ваш собственный, допустим, но он находится в пределах, например, вы системный администратор или вы программист, который работает на какую-то компанию, и вы этот сайт выложили, а мы с таким сталкивались, вы этот сайт выложили внутри инфраструктуры какой-то компании, которые заинтересовались. Вот мы работали с одной крупной компанией, там 14 тысяч примерно сотрудников, и там IT-отдел больше 1000 человек. И как-то раз один боец выложил как раз вот свой проектик на инфраструктуре, у него там виртуальные машины, система виртуализации, просто задействовал опишничек вот этой компании. И ночью туда ломанулись, и через него зашли внутрь инфраструктуры. Вот это был трэш. А чувак это сделал, потому что никто и не заметит, потому что А 1000 он это сделал просто потому, что он, посмотрите, он разрабатывал какой-то проектик, и ему нужно было, то есть он работал из дома, и он работал в офисе.
И для того, чтобы вот 2 раза не вставать, у него получилось 2 айпишника. Один айпишник внутренний, а второй айпишник внешний у одной виртуальной машины. И он заходил, когда он был внутри компании, заходил изнутри, когда он был снаружи, он подключался снаружи. Вот так удобнее было, понимаете? Ну, просто удобно. Все. И попали внутрь компании, просто воспользовавшись вот этим вот проектом. Поэтому я к чему? Если вы сами себе запустили, где-то купили там, не знаю, на АВС или где-то еще, пожалуйста, скорее всего, кроме скрипт-киди вы никому не интересны. Но если вы запустили, воспользуясь служебным положением где-то в инфраструктуре компании и выложили наружу, вот вчера, значит, мы обследовали периметр одной компании, ребят, называть не буду, не обижайтесь, NDA, обследовали периметр одной компании и выяснили, что ребята поставили RabbitMQ и не удалили, и не заблокировали гостевую четку. То есть логин guest, пароль guest. Мы зашли, а у нее, простите, права администратора были. Не спрашивайте меня почему, не спрашивайте меня как, я не знаю. А Как они там можно настраивали. вопрос? А вот Да. тот RabbitMQ, который guest, логин и пароль. А как Мгм. вы узнали про этот RabbitMQ? Мы сканировали все порты и смотрели, самое главное, смотрели ответы от портов. То есть когда, да, он был там на каком-то, я не помню, на каком порту уже, неважно, мы всегда обращаемся туда, стучимся условным телнетом, сейчас неважно, для того, чтобы получить информацию, чтобы посмотреть, что ответит этот сервер. Выяснили, что там есть HTTP на этом порту. Мы туда зашли, там было HTTPS. А мы туда зашли и увидели там веб-морду с надписью RabbitMQ. Вот, соответственно, начали брутить сразу и фазить. Ну, сперва учетки по умолчанию посмотрели, разумеется, попали внутрь. И вот так мы оказались там. То есть это разведка. Пентест проводится так. Сперва идет разведка. Подожди, мы к этому Молчу, подойдем еще. Я молчу. бы хотел вот к вопросу, кому мы нужны. Вот есть такой тип уязвимости или атаки Open Redirect, когда просто находят сайты, у которых есть доступ к веб-серверу, и к ним просто... И таких сайтов, я знаю, тысячи открытых есть. И что есть прям целые базы, которые, скорее всего, кто-то покупает себе с логинами и паролями, и они на этих сайтах размещают какую-то информацию для фишинга. Можешь вот про это Я немножко вам, я вам, я вам расскажу, давайте я вам расскажу историю. Значит, это все кейсы реальные. Значит, стоит Bittrex. Я надеюсь, что Bittrex на меня не обидится, потому что они эту уязвимость уже закрыли. До этого она 2 года была вот в открытом виде. Уязвимость заключалась в следующем. Ты мог сделать любую страничку, фишинговую, не фишинговую, неважно, какую хочешь. Дальше. Ты брал ссылочку на Bittrex компании, которая тебя заинтересовала. У нее, допустим, магазинчик какой-то, все что угодно. Через специальный URL подсовывал свою страничку. И получается, у тебя нет логина, у тебя нет пароля на сайт Bittrex вообще. У тебя как бы вот он сам по себе. Но ссылочка, которую ты отправляешь им же, например, их же сотрудникам в письме, она начинается-то она с правильного сайта, с их сайта начинается. Но дальше внезапно оказывается, что пройдя по этой ссылочке, ты переходишь на страничку злоумышленника. Вот тебе редирект классический. Это самая настоящая уязвимость. И таким образом, пожалуйста, даже без логинов и паролей это можно делать. Все. То есть ты делаешь фишинговую страничку и на нее размещаешь что угодно. Вот приведу еще один пример. Значит, представьте себе компанию какую-то. У нее есть какой-то сайт. Компания крупная, занимается, ну, в данном случае, в том случае, про который я рассказываю, компания занимается маркетингом профессионально. Крупная компания, больше, ну, средняя, больше 1500 сотрудников. Значит, у них есть название домена, называть тоже, ребят, не буду. Мы создаем такой же, регистрируем такой же точно домен, как у них, меняем 2 буковки местами. Название достаточно длинное, меняем 2 буковки местами, чтобы сразу не обнаружить, что в глаза не бросалось. Регистрируем его официально, прописываем DNS-ки, создаем веб-сервер, прикручиваем туда SSL-сертификат, тадам, чтобы заходили все зелененькое, красивенькое, как положено. Размещаем туда Bittrex 24, потому что... Почему? Потому что у этих ребят вся работа ведется в нем. Размещаем туда фейковый Bittrex 24, окно входа логин,
пароль с их логотипчиком, все как положено. Дальше пишем им всем фишинговое письмо, что, ребята, дорогие друзья, мы обновили нашу версию Bittrex. Пожалуйста, пройдите, проверьте, что ваша регистрация работает. Все сотрудники дружно ломанулись к нам на наш фишинговый сайт проверять свою регистрацию, то есть логины и пароли вводить свои собственные. Они их ввели, мы их получили, тут же зашли к ним на почту на электронную. На почте на электронный, нашли доступы и описания, там прикреплены были прям от В сисадминов Excel-файлике. информация, информация, как куда заходить, как по VPN. Зашли в их Bittrex 24 уже в котором они пользуются, с двухфакторной авторизацией. Только почему-то двухфакторная авторизация была у них на почту приходила. То есть, представляете, бред. Мы зашли на их Bittrex 24, код пришел на почту, мы уже в почте сидим тоже. Код мы ввели, попали в Bittrex. После этого там в Bittrex нашли ключ, сертификат для доступа по OpenVPN. Скачали его к себе, скачали там же инструкцию, посмотрели для доступа на почте, на почте. Зашли туда, на OpenVPN, попали внутрь инфраструктуры. Все, Мы уже фишинговый сайт. сотрудники компании. Мы уже как сотрудники компании. Все, то есть вот просто, пожалуйста, тадам. Все очень просто. Я бы хотел, сори, Алексей, я бы хотел еще добавить вот про наши сервисы, которые никому не нужны, и они в открытом доступе, что еще есть вариант во всяких HT-аксессах или те, кто Happy Tables. позволяют... Не-не-не-не. Когда злоумышленник, он делает рекламу на покупку, ну, то есть у него есть доступ к какому-то взломанному сайту, это интернет-магазин или еще что-то, и он на этом магазине делает ссылку с редиректом на свой фишинговый сайт и начинает в рекламе рекламировать уже ваш сайт взломанный. И говорит, что вот здесь вот ты на этом сайте можешь купить крипту, а Google его не блокирует, потому что ты же все-таки нормальный пользователь, нормальный сайт, и рекламу они дают тоже со взломанных почт. И получается, что со взломанной почты дается реклама на твой сайт, люди на него переходят, они попадают на фишинговый сервер, где крипту продают. И, ну, как бы вот вариант, почему лучше не давать свои сайты взламывать. Ну, это 100%, абсолютно полностью согласен. Есть, у меня много кейсов на эту тему, но абсолютно, да, ты абсолютно прав. Так и есть. Вот теперь Мы взломали как-то сайт одной финансовой организации. Вот. Ну, это банк был, давайте будем прямо говорить, неважно какой. Значит, у них на сайте была возможность оставлять эти, как называется там блог, и в блоге была возможность оставлять комментарии. заметки, какие-то комментарии, да, спасибо большое, комментарии оставлять. И там была уязвимость XSS, которая позволила нам взломать службу техподдержки. Что такое уязвимость XSS? Поясни. Это есть возможность, это когда ты пишешь, когда на стороне сервера не проверяется информация, которая была получена от клиента. Провалидировать, значит. Да, она вообще не проверяется. И она просто заносится фактически в базу так, как есть. Дальше эту страничку открывает какой-нибудь пользователь. В том случае был сотрудник техподдержки. Он ее открывает у себя, потому что ему пришла информация, что кто-то что-то написал. А это был Открыл JavaScript. Да, совершенно верно. И у него на его компьютере JavaScript сработал. Так как это сотрудник техподдержки, то у него доступ уже к локальной сети. Я не знаю, почему у него отключены антивирусы были, меня не спрашивайте, пожалуйста, об этом. Но мы получили reverse shell до его компа. Ну и, соответственно, дальше пошло-поехало. Через JavaScript shell. Ну, там не напрямую, там не напрямую, там достаточно хитро было. Там JavaScript скачал файлик ему, вот, а он его решил запустить, потому что он не понял, что это такое. Мы написали, приложили, вот, он не понял, что это такое, зачем ты его запустил, ну и все. Поэтому запущу, проверю, что будет. Ну, типа того, да, запущу, проверю. Это вот, ну, тоже такое себе. Ну, там на самом деле была лютая ошибка человека, который сидел на той стороне. Вот. Мы рассчитывали на дурачка, ну, простите, так и получилось примерно.
То есть нормальный сисадмин такие вещи делать не должен. Вот, он сделал. А насколько важно прописывать курс для сайтов? Началось. Ну, конечно, важно. Это же не просто так придумали, это же одно из средств защиты. А, Как бы я не знаю сейчас, нужно ли нам так в детали глубоко углубляться, но если коротко, то, конечно, нужно. Все средства защиты, которые есть сейчас на текущий момент времени, их не так много. И их нужно максимально использовать по возможности. Это не даст стопроцентную гарантию, но это сильно усложнит жизнь злоумышленнику. Это тоже должно быть такое же правило, как, я не знаю, там вот есть уязвимость IDOR, например. Это когда, ну, представьте себе магазин, человек зашел, зарегистрировался, или не магазин, там вот у нас случай был с логистической компанией. Вот яркий пример, это пока до тех пор, пока Яндекс не купила еще такси, даже когда купила она вот Яндекс Такси, на их сайте можно было с помощью просто последовательно перебирать, знаете, вот такой URL дают тебе с уникальным идентификатором, и ты номер идентификатора просто меняешь, попадаешь в совершенно другую страничку для другого заказа. Вот классический пример о уязвимости IDOR. Вот то же самое, есть правило хорошего тона. Не использовать номера последовательные, вот эти дурацкие, а генерировать такой нормальный, такой нормальный рандомайзер должен быть, который вот эти вот айдишники генерит такие сложные, большие, длинные, чтобы нельзя было просто перебором это фигачить. Вот это такой же, как, не знаю, мойте руки перед едой там и так далее. То есть вот однозначно нужно использовать, конечно. Да, у меня просто были много кейсов, когда во времена до курса, до того, как в браузер это завезли, можно было пароли собирать очень просто размещая картинку, которая, ну вот в тех же комментариях, которая ведет на наш веб-ресурс, но отдаем мы эту картинку по, как там, basic авторизации, вроде так она называется. И пользователь открывает страницу, а у него вот эта картинка, и у него сразу вылезает: введите логин или там пароль. Введите пароль. Он вводит пароль и логин, но он не знает, что он вводит это для того, чтобы картинка загрузилась с левого ресурса. Но вводит он от этого сайта. И вот было так просто раньше набирать пользовательскую базу. Да, совершенно верно. Ну и то же самое, что давайте обсудим, а нужно ли, например, в cookies писать там HTTP only, флаг не писать, а флаг ставить, да, или там а, secure, как он там называется? Да-да-да, HTTP Вот. only вроде и называется оно. Нет, там Ну есть и отдельно, secure есть то. И отдельно secure для secure, TLS. да, Да. есть HTTP only. Ну, вопрос, вот давайте сразу на скидку, зачем нужен HTTP only для вот этого самого несчастного куки? Он нужен как раз для того, чтобы если какой-то, ну, скажем так, программист забыл поставить проверку, поставить валидацию на вводимые данные, и кто-то ввел также XSS, чтобы этот XSS не мог украсть cookies. Ну, просто. Да-да, почему? Ну, потому что он пытается через JS, а там HTTP only. Ну, сорян. Давай, до свидания, все. Соответственно, cookies украсть нельзя, а сессию украсть нельзя. Ну, все. Давай гуляй, мальчик. Вот. Это, кстати, одна из вещей GVT против сессий. Вот придумали это то, что это only, когда ну, сессии были популярны. Зачем начали GVT всем навязывать? Ну, из GVT там должен быть ресет токен и вот этот короткий токен. Ну, если делать по уму, да, то у тебя твой токен, который может украсть, могут украсть, он живет там 5 минут максимум, допустим. Должно быть так. Но сейчас все делают через пень-колоду. И да, если Да. куда-то А, с а дальше, XSS, да. Кстати, хотел, пока мы про сессии говорим, я помню, когда-то у нас в компании был курс, ну, показывали вообще, как пентестер работает, и он показывал пример уязвимости, которую они нашли. Это открытый лог Z. Не помню, какая там версия, либо вторая, либо первая была. И, ну, как бы, с одной стороны, ты лог видишь, ничего страшного, но увидишь пути до файлов. Но там были дампы реквестов вместе с сессиями пользователей админскими. И можно было просто брать оттуда, копировать эти сессии, вставлять в браузер и ходить в админке. Это у огонь. нас, Александр.
Прикольно. Ты должен знать об этом, а не говорить об этом. Ну, я не знал. Ну, Ты ей показывал, скажи еще. Нет. показывал не я. Ну, Так, бывает ну, такое, что... двигаемся дальше. Вот как вообще понять, можно ли взломать в сервис? Как вы вот приходит к вам какой-то клиент и говорит: проверь мой сайт, не знаю, можно его взломать или нет? Вот как понять, можно или нельзя взломать? И Ну, сколько есть уходит времени? на проверку одного сайта, если мы говорим про сайт, и мы сейчас говорим про такой вот классическую проверку уязвимости, когда мы там методично проверяем вообще все, что можно, занимает около недели приблизительно на один сайт. Если он достаточно такой, ну, не совсем простой, то есть там магазинчик какой-нибудь или там что-то еще такое интересное. Вот. Если это просто, ну, какой-нибудь сайтик попроще, то там пару дней, 3 дня. То есть все зависит от того, ну, от размера ресурса. Как проверяется, есть стандарты. Ну, классические это Avast Top 10, может быть, слышали. Это топ-10 10 наиболее распространенных или наиболее актуальных, я бы так сказал, уязвимостей, которые для веб-сайта существуют. Они там раз в несколько лет меняются, пересматриваются и так далее, но в целом все стандартно. Идет проверка, ну, смотрите, если есть, например, панель авторизации какая-нибудь, вот любая, давайте так, любая форма ввода, любая форма взаимодействия с пользователем, она сразу вот первым делом проверяется. Всегда. Потому что как только у тебя есть возможность что-то повводить, ты сразу начинаешь смотреть, а что, как реагирует сервис на твои вводы. Можно ли применить какую-нибудь SQL-инъекцию, предположим. То есть задача выяснить, проверяет или не проверяет, валидирует или не валидирует данные сервер, те, которые человек вводит. Но я думаю, что здесь все собрались специалисты, и не надо объяснять, что проверка на стороне клиента – это бред. То есть если вы что-то проверяете, какую-то информацию в браузере, это не означает, что вы не должны это перепроверять потом на серваке. Да, вы можете для каких-то целей это все проверить, чтобы, ну, допустим, была валидная-невалидная информация, но если злоумышленнику надо, он откроет исходничек, там, не знаю, либо, ну, мы запускаем Burp обычно через него делаем, а так можно просто повторить запрос, поменяв любые параметры. Вот, то есть один раз запрос отправляешь один, потом меняешь параметр, отправляешь еще раз. Сейчас, конечно, кто-нибудь скажет, что у нас там сессия, там запросы все, нумерация другая, там и все прочее, но с помощью таких инструментов, как Intruder в Burp это все подделывается. То есть вот эти все нумерации, все прочее, там это все, ну, сделано нормально, это можно повторять и менять с нужным интервалом. Вот. Соответственно, проверяются формы ввода на различные уязвимости, проверяется возможность выхода из каталога. Ну, это когда, знаете, наверное, там точка, слэш, то есть идет попытки выйти из каталога. Это обычно бывает, вот, предположим, нашли какую-то картинку. Вот какая-то картинка, которая загружается из какого-то каталога. Мы смотрим, она загружается, там каталога слэш image, например. Мы думаем, интересно, а что будет, если я сейчас загружу только не слэш image, а там слэш точка, слэш точка, там слэш точка, там etc, слэш passwd, например. Что он сделает? Что даст сервак в ответе? И так далее. И таких вот вариантов, там точка, слэш и прочее, может быть много разных. Это все автоматизировано, естественно. Не надо это все вручную проверять, я просто рассказываю как принцип сейчас. То же самое делается с возможностью перебора вот этих вот там уязвимостей IDOR, про которые я уже рассказывал, когда мы просто номер меняем заказа, допустим, и смотрим, удастся ли мне попасть в другую сессию для другого клиента или нет. Я помню хорошо, как украли всю базу данных у одной логистической компании. Ну, как украли? Мы проверяли возможность и выяснили, что это можно сделать. Ребята тоже интересно сделали. Значит, представьте себе S3 хранилище на AWS, открытое, в котором совершенно спокойно лежат айдишники. То есть просто 1, 2, 3, 4, просто табличка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И дальше вот эти вот длинные нормальные айдишники, человеческие. Зачем оно там лежит? Что это за фигня такая? А потом, когда мы полезли, ну, мы нашли как бы вот их ресурс, там S3 хранилища, открытая какая-то дичь валяется. Для чего, непонятно. А там два айдишника, там один, второй айдишник и номер вот этот вот. Дальше пошли к ним на сайт с логистикой и внезапно выяснили, что у них
очень похожие, подозрительно похожие айдишники вот в этом в номере заказа. Мы такие, мы скопировали, соответственно, вот эту вот из S3 хранилища, вот эту табличку, и в автоматическом режиме пошли проверять. И выяснили, что да, пожалуйста, все номера заказов у тебя доступны, если ты эту табличку скачал. Фантастика. То есть не нужно, тоже получается айдор уязвимость такая лютая, когда они сами зачем-то выложили эту табличку в S3 хранилище. На мой вопрос, зачем, выяснилась интересная ситуация. Значит, они меняли, просто вдумайтесь. Значит, ребята переезжали с одной базы данных на другую, и по неизвестным мне причине, с одной базы данных, я имею в виду, они с MySQL на Postgres переезжали. По неизвестной мне причине, не спрашивайте меня, они не придумали ничего лучше, как сделать связь между записями. Там айдишники разные были у них почему-то. В одной одна, в другой другая. Какая там хитрая технология у них, я не знаю. Но только ради этого они на это S3 хранилище выложили, чтобы потом вот через это они линковали временно, а потом они собирались все это слить в одну базу данных. То есть у них какая-то была тестовая там все какая-то система. Короче, вот так вот утекла бы вся база данных клиентов. Вот примерно так мы исследуем. S3 хранилище, извиняюсь, к веб-приложению отношения никакого не имело, но мы ее нашли в процессе обследования как раз, изучения. И вот такая штука получилась в итоге. Но к тому моменту они уже переехали, да? Просто это Нет, как шлак такой, к который тому надо моменту, было удалить. к тому моменту они не переехали. Они разрабатывали параллельно вторую версию как раз с другим SQL-сервером. И вот для каких-то девелоперских своих штучек у них была эта табличка. Вот так. А мы ее нашли случайно. Наверняка до сих пор там есть эта табличка. Вполне возможно. Вполне возможно. Это было лет 5 назад, поэтому я не знаю, что там сейчас у них. Давайте двигаться дальше. Можно ли вообще защититься от таких сканирований? От сканирования можно защититься с помощью WAF, это Web Application Firewall, либо можно ограничить количество запросов в секунду от одного клиента. То есть, если вы каким-то образом идентифицируете клиента, отправляете ему там, для простоты cookies какой-то, то вы, да, это как бы хакеры это поменяют эти cookies, но сам факт, по IP-шнику можно смотреть, да, то есть вы можете ограничить количество ответов. И тогда работа с вашим сервисом будет крайне затруднительна. Для обычного пользователя это будет выливаться там, какая-то доля секунды задержки при загрузке странички, но для злоумышленника это будет адская боль, потому что, просто вот вдумайтесь, для того, чтобы, например, инициировать атаку, успешно провести атаку на SSH, вот есть последняя уязвимость, там, 24 года, да, на SSH, знаете, там была на цепочку поставок была атака изначально. Вот для того, чтобы ее провести, нужно около 10 тысяч попыток сделать к одному сервису. Вот если вы поставите какую-то задержку, даже минимальную, то эти 10 попыток там из 5-6 часов превратятся там в 2 недели. И дальше возникнет вопрос целесообразности. Нужно ли злоумышленнику действительно настолько ваш сервис, что он будет 2 недели ждать, пока у него что-то там отработает. Вот. А это что, fail to ban какой-нибудь, если про SSH? SSH? Да. Нет, там... ты имеешь в виду средство защиты какое поставить? Да, проверять. Нет, это скорее ТЦ. Есть раньше, давайте так, раньше, я уже старенький, раньше было в ядре такая штука, называлась ТЦ. Позволяла с помощью IP tables рулить скоростью ответов, запросов, вопросов и так далее, разделять на потоки и все прочее. Если мы сейчас про Linux говорим, про классический. Вот, то с помощью него можно резать. С помощью fail to ban можно блокировать. В принципе, по-моему, он тоже позволяет блокировать по времени, ставить запреты, но там ему нужно четко сообщать, когда. Он же логи смотрит постоянно. Вот, поэтому я бы лучше с помощью IP tables это резал. Fail to ban тоже с помощью IP tables, но он логи должен смотреть, а ТЦ она просто смотрит по запросам. Количество запросов в секунду. Раз мы уж про SSH заговорили, вот у меня есть пара вопросов по SSH. Вот
Первый вопрос. а, Ну, если мы ставим пароль на SSH, либо по сертификатам только доступ, будет ли разница и что лучше? Смотрите, значит, здесь самое главное сделать одну важную вещь. Первое– это заблокировать рута в SSHD, чтобы под пользователем root в принципе нельзя было попасть. Это раз, однозначно. Почему? Если непонятно, объясню. Когда у вас root заблокирован, то злоумышленнику надо вначале имя пользователя найти еще. В принципе, ну как бы. Какое имя пользователя, если вы не делаете там Алекс или что-то в этом роде, какое-нибудь более сложное, то фиг он его еще найдет. А без имя пользователя он не авторизуется. Ну как Поэтому же админ? первое, блокируем, ну, если там есть, да, админ. Значит, первое, блокируем вход по руту, это однозначно. Второе, конечно, по сертификатам гораздо лучше авторизоваться в данном случае, потому что его еще надо скопировать, его еще надо найти. А он обычно лежит как бы на клиентской машине. Если вам клиентскую машину не сломали, то фиг туда подключится. Пускай брутят сколько хотят. Но я предпочитаю пользоваться еще и fail-to-ban. Вот здесь прямо однозначно. 5 попыток и айпишник на сутки в бан. Ну все. Либо VPN. Будут Это VPN SSH также все, брутить. Паш? Да, VPN да. будут также будут брутить, поэтому да, либо VPN, либо за VPN. То есть вообще, конечно, смотрите, мы сейчас с вами можем перейти в область уже сети. Есть классическая система построения сети, где все Мы к системы, ней придем. все элементы управления только из ядра. Вот никаких элементов управления в пользовательской сети, тем более в сети интернет, быть вообще не должно. Вот, соответственно, но это уже как бы это другой уровень немножко инфраструктуры. Мы от веба сильно уходим. Ну и, пожалуйста, давайте пойдем туда, нет проблем. Не, давай на секунду к вебу вернемся. Ну и совместно с сетью. Межсетевые экраны, как то Cloudflare, Mod Security, вообще как-то помогают? Усложняют жизнь? Или... Они усложняют жизнь чаще всего легальным пользователям. Вот, я так скажу. Ну, хорошо, ладно, злоумышленникам тоже не осложняют жизнь, безусловно. Вот, но всегда есть возможность каких-то там обходов, блокировок и всего прочего. Но, тем не менее, конечно, да, этим лучше пользоваться. Если есть такая возможность, они для этого и сделаны. И часть проблем, например, Насколько... DOS и DDoS атаки, они берут на себя обычно. Насколько сложно найти реальную машину вообще? Ну, они же там перенаправляют трафик, но иногда находят реальную машину через, не знаю, там через сайт или еще где-то забытый URL где-то валяется, ну, что-то Вот такое. здесь мы с вами возвращаемся как раз к тому самому виртуальному хосту, про который мы говорили, про который никто не знает. То есть если есть, ну просто представьте себе, на компанию зарегистрирован 24-й подсеть. Это сколько? Ну, 254 айпишника. Зарегистрирован 24-й подсеть. Ну или, не знаю, там, неважно, 28-я, там, ну, не суть. То есть понятно, что есть компания, у нее есть подсеть какая-то. И на этой подсети находятся айпишники. Зачем мне Cloudflare вообще? Я вначале буду по айпишникам работать. Я до Cloudflare дойду в последний момент, когда я уже по вебу подключусь, увижу, что меня через Cloudflare гонит. Скажу, иди нафиг, мальчик. Вот, я сейчас пропишу себе в ETC host этот домен напрямую и буду ходить напрямую через айпишник, минуя вот эти все Cloudflare. Все, это делается вот так. Поэтому здесь надо понимать, что если вы хотите пользоваться Cloudflare, вы тогда у себя в инфраструктуре не размещаете этот ресурс, а размещаете его сразу на каких-то айпишниках, которые к вам никак не ведут, чтобы нельзя было определить. Тогда вопросов нет. Но если мы попали в почту, и в почте мы нашли переписку сисадминов, как у нас было недавно, ну тогда сорян уже. Тогда тут... Круто. А вот возвращаясь к теме сканирования. Вот, допустим, у нас есть один публичный домен, на котором размещен сайт. Можно ли, ну, вообще, насколько глубоко мы можем по нему копнуть? Вот мы знаем домен, и что вообще по нему можно найти? Обычно делается следующим образом. Значит, первое, куда лезется, это DNS, естественно. То есть, если есть домен, значит, есть DNS-записи по нему. Здесь в помощь вам придут такие утилиты, как dig, для начала, для простоты. Даже команда ping, как ни странно, да, она что-то может дать. NSLOOKUP,
С помощью NSLookup, например, можно посмотреть такие стандартные записи, как MX. MX – это почтовый сервер, который должен быть, ну, обычно, давайте так, обычно присутствует у разных доменов. Соответственно, мы можем сделать таким образом, просканировать с помощью разных утилит DNS-записи, поискать вот эти вот DNS-записи разные с помощью утилит, например, DNS-Enuma, то есть brute сделать. Вот помните, я вам говорил про виртуальные хосты, где там на 500 тысяч записей библиотечки, вот эти вот словарные базы. Вот ровно то же самое, только мы запросы будем к 4-8 отправлять. То есть мы в гугловый DNS будем фигачить эти запросы по домену в качестве домена третьего уровня, пытаться вот это все найти. И получим какой-то списочек. Большой, небольшой, уже не важно, но какой-то получим. И дальше уже мы можем также полезть в другие места, где обычно происходит поиск. Это у нас тот же самый Shodan, это у нас FOFA, та же самая, про которую я уже говорил. Это даже вирус Total, потому что иногда мы находили на вирус Total информацию про адреса, про которые мы не знали. Вот. Просто потому, что туда люди писали с этих адресов. И дальше, соответственно, мы начинаем раскручивать всю цепочку. То есть мы собираем все айпишники, мы собираем все доменные имена, и дальше начинаем проверять все досконально. Как бы эта разведка прошла, и дальше мы пошли искать. Что мы ищем? Мы можем пойти посмотреть утечки. Утечки ищутся в разных ресурсах в Dark Web. Сейчас рекламировать ничего не буду. По утечкам мы можем посмотреть формат. Что мы ищем в утечках? Давайте, это важно. Есть домен. Мы прямо по этому домену ищем, который нас интересует. И мы среди утечек чаще всего, последний раз это прям 99,9, последний год, 99,9 какие-то были утечки. Мы смотрим формат, в котором записывается корпоративный имейл. Например, первая буква имени, точка, фамилия, собачка, там название домена. Или там первые две буквы имя, там имя, отчество, например, там АЕ, условно, УЕ, и фамилия. То есть мы смотрим, в каком формате у них устроены вот эти вот доменные имена, ящики почтовые. Это важно. Паттерны. Мы составляем... Что? Паттерны. Да, совершенно верно. По утечкам. Неделю назад мы выяснили, тут фантастика, ребята зарегистрировались в одном ресурсе, по-моему, на NASDAQ, с доменной учеткой и с паролем от домена. Вот. И мы по этому логину паролю прямо зашли на РДП сразу, сессию. Вот. Больше конкретики. В открытом доступе продаются все эти базы. Они продаются в открытом доступе. И там есть e-mail и пароли. И вот Александр говорит, что они в такой базе нашли e-mail и пароль сотрудника компании, и под его учеткой в компании авторизовались. Да, именно так. Но я хочу подчеркнуть, что это продавались базы не из их сервера вообще, а это база из компании SDEC. То есть эта утечка была в компании SDEC. То есть человек компании под своей учеткой, это называется переиспользование пароля, он под своей учеткой зарегистрировался под логином паролем в SDEC. Из SDEC база утекла, соответственно, вот логин и пароль, пожалуйста. Вот, то есть мы проводим разведку массовую, а дальше мы уже можем ломиться на почтовые серваки, там, которые мы обнаружили, на какие-то FTP и прочее. В общем, вот и все. Значит, резюмирую немножко. Имея один публичный домен, можно провести разведку почти всех ресурсов, которые есть в открытом доступе. К чему можно дотянуться и что можно, имена чьи можно подобрать. Да, совершенно верно. Значит, здесь, я так понял, в чате есть вопросик у нас по поводу mod security. И прод закрыт полностью фаерволом, и все запросы идут только через проксю. Ну, тогда, естественно, прямые запросы по... Здесь смотрите, какая штука. Если запросы на портах все закрыты фаерволом, и доступ разрешен только с каких-то, то есть список белых IP, я так понимаю, с которых разрешен доступ, соответственно, на этих белых IP стоит прокся, значит, мы обломаемся и ничего сделать не сможем. Это правильное средство защиты, корректное, на мой взгляд, и это очень хорошо.
Если так сделано, значит, мы будем ломиться также через, ну, через проксю и пытаться поломать проксю, если это возможно. А вот тут есть еще подключение к локальному сервису по сокету безопаснее, чем по порту. Я, правда, не совсем понял вопрос. К локальному сервису по сокету, смотрите, если речь идет сейчас про перенаправление портов, проброс так называемый портов, когда вы у себя условно подключились по SSH и потом перенаправляете порты с локалки, с локального соединения там куда-то, ну, то есть вы у себя обращаетесь, например, на 20, на 80 порт, а попадаете на какой-нибудь там порт РДП у этого самого, ну, на сервисе, куда вы подключились, и все это по SSH-туннелю проходит. Да, конечно, это прикольно, я согласен. При условии, что нету возможности напрямую подключиться к этому порту прям из интернета, что действительно все закрыто 22-м портом, например, SSH имеется в виду. А на SSH стоит какой-нибудь нормальный сертификат длинный, а заблокирована возможность подключения пользователям, а только по серту, допустим. Да, почему нет? Хороший вариант, вполне себе. Единственное, знаете, что я хочу сказать про все средства защиты? Это вообще всех средств защиты касается. Представьте себе ситуацию. Ну, давайте, ладно, сперва реальный кейс. Значит, я приезжаю в одну компанию логистическую, они занимаются окнами. Ну, это не логистическая компания, на самом деле производственная компания, простите, занимаются окнами. У них склад, производство, там все дела. Значит, я подъезжаю, запускаю у меня специальное устройство, смотрю беспроводные сети. Обнаружу беспроводную сеть открытую, захожу туда, 5 минут я уже в системе видеонаблюдения сижу и смотрю, что у них там происходит, со склада там и так далее. Вот, прихожу, значит, к собственнику, она мне говорит: Александр, добрый день, вот так и так, вас порекомендовали как хороших специалистов, можете ли нам проверить тут безопасность? Я ей ноутбук разворачиваю, я говорю: могу, пожалуйста, вот смотрите. Ваши камеры. Вот, она выпала в осадок просто, там забегали, все вот это вот. К чему я это все? Пришел админ, тоже выпал в осадок. Говорит: как так? У меня все заблокировано. У меня Wi-Fi стоит, там пароли, там то, сё, 5, 10. Выяснилось, был скачок электричества. У него упал рутер, и вернулся он, точка доступа вернее, и вернулась она в режиме дефолтном, то есть с нулевыми настройками. Все. К чему я это говорю? К тому, что мы сталкивались уже с ситуацией, когда внезапно средства защиты переставали работать. Вообще они отключались по независящим от заказчика причинам. И тогда выяснялось, что есть уязвимости, которые не были закрыты. Они были закрыты только с помощью фаервола, но фаервол накрылся медным тазом. Вот фаерволы и любые средства защиты – это так называемая мера, которая защищает вас до определенного момента. Поэтому это не означает, что нужно писать код кое-как и не нужно думать о защите своих приложений, а полагаться полностью на средства защиты внешние. Потому что если вдруг они откажут, то все, вы останетесь один на один со злоумышленником. Такие случаи в нашей практике бывали несколько раз. Просто имейте это в виду и как бы все равно берегите себя, пишите код правильно. Вот, я об этом. Спасибо, Александр. Предлагаю перейти к следующему вопросу. Вот в нашем мире, в вебе мы любые сервисы разрабатываем с помощью каких-то технологий. Кто-то там Laravel использует, кто-то Bittrex, кто-то WordPress. И вот можно ли как-то определить, что за технология у человека используется, и как-то это использовать во благо себя? Да, смотрите, спасибо за вопрос. Значит, есть несколько различных утилит. Здесь же можно утилиты называть, правда, open source, не страшно, что все узнают. Значит, есть самая такая, классическая схема, это установка себе в браузер плагин, называется Webalizer, который умеет сразу посмотреть содержимое странички с точки зрения технологий. Можно запустить утилиту WhatWeb, она есть консольная такая под Linux, которая тоже что-то умеет. Мне больше гораздо нравится утилита, называется HTTPX. Только, пожалуйста, не путайте их две. Вот я сейчас про ту утилиту, которая
разработана ребятами, кто написал там еще кучу всего, там этот Discovery Project. Вот, да, нуклеи они же написали, я имею в виду, это вот называется Discovery Project, и вот у них есть утилита HTTPX. Вот просто как бы, ну, не перепутайте, она написана на Гошке и ставится отдельно. Она не из apt этого, в библиотеке ставится. То есть апгетом ее не поставить. Ну, на обычные дистрибутивы. Соответственно, вот через Go надо ставить. Вот она очень хорошо ищет технологии, показывает, рассказывает, прям замечательно. И, конечно, веб-лазер, про который я уже говорил, про первый, позволяет проанализировать, получить информацию о том, какие технологии использовались. Так, А и дальше что насколько можно? рабочая тема, когда мы мимикрируем под какую-то технологию, мы пишем там, не знаю, на WordPress, но везде в заголовках указываем там powered by EI, везде А, в хедерах, везде powered by EI, и стараемся какие-то эндпоинты этого фреймворка или так как-то так мимикрировать, в общем, и какие-то фейковые ответы давать. Смотрите, в чем разница? Значит, есть... Это усложнит, безусловно, анализ ситуации, может повести по ложному следу злоумышленника, безусловно. Но есть два вида утилит. 3. Одни утилиты, например, если мы сейчас вот про WordPress говорим, одни утилиты типа VPScan, они заточены на WordPress исключительно. Другой тип утилит – это универсальные утилиты, которые проверяют веб-приложение полностью, целиком, им пофиг, на каком они движке сделаны. Это, ну, давайте там начнем с таких более профессиональных, например, Akunetics или Burp Suite Pro, и заканчивая каким-нибудь запом, да, open source. Им без разницы, какой у тебя движок, они будут анализировать определенные паттерны. Паттерны – это ответ от сервера, то есть они отправляют запрос, получают ответ от сервера, и в зависимости от того, что сервак ответил, они уже как бы выдают свой вердикт. Вот. Есть уязвимость или нету. И здесь неважно совершенно, какой у тебя фреймворк, если у тебя есть IDOR уязвимость, она будет найдена. Здесь мимикрируй, не мимикрируй, как бы, ну, это пофиг. Или если у тебя нету защиты от перебора паролей, пароли будут пытаться брутить. Соответственно, коротко, это, отвечая на вопрос, да, это может помочь, но ненадолго. То есть просто усложнит, человек будет пытаться применять какие-то эксплойты условно под WordPress, а они у него срабатывать не будут, он будет не понимать, что происходит, потом ему все надоест, он запустит какой-нибудь Akunetics, и тот ему начнет находить всякие интересные места там. Ну и дальше вот уже как пойдет. И еще не забывайте, что есть после разведки есть такая вещь, называется enumeration, то есть перечисление. Во время перечисления ищутся все эндпоинты. Эндпоинты – это точки взаимодействия, да, с приложением. Запускается FUF, например, или VFAS, или какие-то там, не знаю, Burp, GoBooster, Dir Booster, там их много разных утилит, неважно, которые, опять же, по словарной базе, по гигантской, перебирают все возможные пути в вашем приложении для того, чтобы найти так называемый краулер, для того, чтобы найти максимальное количество точек, вот этих вот Типа endpoint. админки всякие. Да, совершенно верно. И по ним уже происходят потом проверки непосредственные. Поэтому мимикрировать можно, но веб-приложение будет тогда проверено как просто приложение без привязки к фреймворку. Фреймворк проще анализировать, потому что уже известна куча разных уязвимостей. А приложение написано вручную, это будет дольше. Но тем не менее все равно. Поэтому будет выявлено рано или поздно какие-то уязвимости, несмотря на мимикрию. И я так понимаю, что когда вы технологии находите, вы начинаете по эксплойтам смотреть и пытаться перебирать эксплойты, связанные с Э, конкретной технологией. Это если эксплойты есть, да. А если эксплойтов нету, но мы понимаем, что там есть потенциальная уязвимость, мы это делаем ручками. Самый любимый инструмент всех пентестеров, кто занимается проверкой веба, естественно, это Burp Suite. Поскольку он позволяет что делать? Вот фактически это прокся с веб-интерфейсом. Все запросы в браузере, которые вы вводите, Burp Suite проксирует и отправляет на сервак.
Дальше ты можешь посмотреть любой запрос, который ты делал. Например, вот форму ввода ты вводил логин и пароль. Ты дальше зашел в Burp Suite, посмотрел этот запрос внимательно, отправил весь запрос в интрудер, который встроен в Burp Suite, поменял там параметры, которые тебе были нужны. Например, сказал, что давай-ка мы сейчас здесь загрузим словарную базу паролей или словарную базу пользователей, или и тех, и других, в зависимости от типа атаки. И нажмем кнопочку «Старт». И пусть он фигачит, пока ему не надоест. А мы сами пойдем кофеек пить. Все. Таким образом, мы там, не знаю, поломали до хрена всего. Поэтому Burp Suite здесь впереди планеты всей, пока что. Очень удобная утилита. А как часто или, ну, вообще приходилось ли внедряться на уровень вот HTTP заголовков и, например, пытаться хакать, например, там подменять имя заголовка, ну, по стандарту HTTP там не может быть цифры, ну, просто цифры, да, например, 0. А ты берешь, вставляешь 0, смотришь, например, если сервис начинает подтупливать, ну, там немножко какая-то diff в подтупливании, возможно, воркер упал, еще что-то. И, ну, вообще, как часто к этому приходите, и есть ли вообще такой вид атаки, чтобы, ну, доказать заказчику, что у него есть где-то, ну, там как-то неправильно что-то отрабатывает, что это приводит к долгим загрузкам, нагрузкам на железо, ну, вот такое, приводит к торможению сайта, например. Смотрите, значит, есть, например, такая утилита, называется Nuclei. Да? Думаю, что многие знают, слышали. Под нее можно уже плагин готовый получить, а можно взять просто уже, ну, и написать самому. Там на Ямле все это пишется. И вот пример с WordPress. Значит, я говорил до этого про VPScan, но у Nuclei тоже есть определенный наборчик, который можно использовать, темплейтов. Так вот, Nuclei кладет нахрен WordPress. Просто сразу практически. Вопрос почему? Потому что Nuclei отправляет одновременно 100-500 запросов. Он написан на Гошке, он хорошо параллелит свои процессы. И просто сразу база данных для WordPress становится недоступна. То есть ты заходишь, а там DB error. Это я к чему? Это я к тому, что если мы хотим что-то положить, у нас есть специализированные, то есть Burp Suite для этого не подходит. Для этого есть другие утилиты типа Nuclei, которые фигачат огромное количество запросов, прямо вот ничтоже сумняшься. И лучше использовать их, безусловно. Теперь возвращаясь к подмене этих заголовков и всего прочего. Да, однозначно, конечно, мы, когда играемся, есть определенного рода уязвимости, которые влияют. Но классическая причина, зачем подменять заголовки, это если мы обращаемся к виртуальному хосту, которого по умолчанию нету. И ты пишешь, обращаешься на айпишник, но если ты обратишься на айпишник, тебе SSL вернет какую-то дичь. Чтобы тебе SSL вернул что-то более-менее приличное, тебе нужно обращаться по веб-заголовку. Веб-заголовок ты не можешь автоматически получить, потому что DNS... И тогда ты прописываешь в заголовке нужный тебе параметр, пошло-поехало. Это просто как пример. Или подмену клиента, например, тебе нужно сделать. То есть ты обращаешься из Chrome, а тебе нужно написать, что ты из Firefox обращаешься. Тоже делаешь подмену заголовка. Ну, то есть, да, однозначно мы это делаем для разных целей, в зависимости от ситуации. Потому что, как бы, сайтики бывают вообще разные совсем. Но не для роняния серверов. Не для роняния серверов ни разу. Мгм. По поводу вопроса, на тему длительного ответа, я могу привести пример ОВУ. Это классический пример. Там не только у ОВУ такие есть Outlook. примочки. Вот, да, это Outlook. Доступ к веб-приложению аутлуковскому. Значит, смотрите, если мы туда отправляем имя пользователя, вот помните, мы с вами говорили о том, что мы посмотрели утечки, составили словарную базу и фигачим. Значит, нам надо вначале получить список пользователей для ОВы, для этой. Вот. И мы отправляем туда с паролем 1, 2, 3, 4, 5, неважно, список пользователей. Это основное. И смотрим вот здесь на время ответа. Если система отвечает медленно, значит, такого пользователя нету. Если система внезапно отвечает быстро, ответ будет один и тот же, что логин или пароль неправильный, чтобы вы понимали. То есть страница будет та же самая, придет ответ от страницы.
Но если отвечает быстро, значит, такой пользователь существует, просто пароль неправильный. И вот мы составляем таким образом список вот этих вот пользователей, а потом уже по ним, по другой словарной базе, фигачим пароли. Соответственно, если у вас в системе, то есть мы смотрим, давайте так, на что обращаем внимание? Время ответа отличается, размер пакета отличается. Вот как бы основные моменты, на что обращаем внимание. Это время ответа и размер пакета. Вот, потому что размер пакета, это значит URL у тебя тот URL, либо другой URL пришел. Ну и содержимое тоже. Вот. URL еще может быть тоже. На основании этого делаются выводы. Если у тебя все ответы идут, допустим, условно там за 500 миллисекунд, а один ответ у тебя пришел там 1500 миллисекунд, например, да, надо посмотреть. Что-то, возможно, тебе пришло правильное уже. Вот чем-то ты заинтересовался. Вот и все. Александр рассказал все свои секреты, и теперь каждый, кто посмотрел это видео, станет пентестером. Однозначно. А, так, На самом деле из этого вытекает очень интересный вопрос, который, я всегда эту фразу использовал. Чтобы знать, как защититься, надо знать, как нападать. Это так, Александр? Нет, не обязательно. То есть, с одной стороны, конечно, да, с другой стороны, я, как я говорил, я только последние 5 лет начал заниматься именно атаками. До этого я занимался исключительно средствами защиты и вполне себе нормально защищался. Давайте так, я понимал, как происходят атаки, но без углубления в детали. То есть я не понимал, как это ручкой можно сделать, я просто понимал, как это в целом может происходить. Вот. Поэтому мне это не мешало защищать, и у меня был опыт как раз на прошлой работе. У нас было примерно 100 с лишним клиентов, которых мы защищали. И за все время у нас взломали только, за все время, это почти 10 лет работы, взломали только одного клиента, и то по вине самого клиента, потому что вот он взял и отключил фаервол. Ему было неудобно, он пытался подключить, то есть это фантастическая ситуация, значит, он настраивал 2 машины. Ему нужно было подключиться к Microsoft SQL серверу, там я не помню, какой там у него порт уже был, он использовал 3381 или какой там еще, неважно совершенно. Он не мог подключиться к нему со второй машины, он 1С-ку настраивал. И дальше он выяснил фантастическую эту ситуацию, еще пишет нам потом утром, типа, нахрена вы тут какую-то фигню поставили, я вот все отключил, у меня все заработало, а с вашей фигней у меня ничего не работало. Вот. Мы не поняли, какая фигня, потом выяснилось, что он фаервол отрубил. И на следующий день его сломали после этого. Вот. Как бы, мы тут бессильны были, ребят, понимаете, вот честно. Я к тому, что надо иметь общее представление о том, как это делается, но вот разбираться в деталях не обязательно. Главное просто вот общую логику понимать. Я имею в виду, что да, ты как бы знаешь, ты знаешь, что такое DDoS, например. Естественно, ты не знаешь там уязвимости роутеров, не применял эти шеллы для этих роутеров, чтобы их там собрать кучу в меж целый. И, ты не применял это, но ты знаешь как. Да. Естественно, ты знаешь, как всякие атаки производятся, но остальное, это как бы, если тебе надо, да, ты идешь гуглишь, это за 5 минут уже в голове все как-то знание появляется. Именно Но так. понимание должно быть. Совершенно верно. Тут я согласен. мгм. Давай дальше, Паша. Давайте. У нас уже время, я вижу, подходит к концу. Наверное, еще минут 10-15, максимум 20 будет. И теперь, наверное, вот у нас в заголовке написано, как защитить веб-приложение. Тут вопрос. Ну, после услышанного, я так понимаю, что прям со стопроцентной защитой будут проблемы, невозможно защититься. И этому есть ряд причин, как минимум то, что у нас постоянно меняется инфра, наверное. Да. Смотрите, что вот основные вещи, которые я уверен, что вы и так все знаете. Вот программисты, профессионалы, вы и так все знаете. Я повторю сейчас базовые истины, которые, как бы, тем не менее, я должен повторить. Мы не можем доверять ничему, что пришло со стороны клиента. Точка. В принципе, никакой, вот ни одному символу, который пришел со стороны клиента, мы доверять не имеем права.
Поэтому каждый раз при любом запросе мы должны полностью обрабатывать его, как будто он пришел с нуля. То есть это права доступа, имеет ли он право доступа к этому каталогу, куда он пытается попасть, или нету. Вообще, что это за пользователь, он авторизовался или не авторизовался. Что он прислал, какую информацию, ее надо обработать, убрать все неправильные символы, там эти кавычки закрыть и все прочее, 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 да, или поменять их вообще на что-то. Соответственно, все формы ввода, все API, если у вас есть обращение по API, каким-то образом сделано, и вы считаете, что вы его скрыли, потому что оно у вас постом дергается, ну, вы его не скрыли, потому что в интрудер все это попадет и будет, ну, поменено. Вот, и так далее. То есть основное правило – это мы никогда не доверяем ни одному символу, который пришел от клиента. И мы всегда проверяем по полной цепочке. То есть нельзя сделать так, что вы первый раз условно человека проверили, а потом вы уже ему доверяете, и все остальные запросы идут напрямую. Фиг там, вот так нельзя. Вы каждый раз любой запрос от любого клиента проверяете так, как будто он первый раз пришел. Все. А И вот ставите, не позволяйте на уровне системы проводить вот эти вот изыскания. То есть смотрите, если у вас клиент, просто вдумайтесь, по неизвестной вам причине со скоростью маньяка шарится по всем папочкам на сайте, но это точно краулер, точно не человек, понимаете? То есть есть паттерны, которые однозначно выбиваются из общей картины, из общей логики. Человек не в состоянии делать по несколько запросов в секунду нормально. Но делайте выводы, ограничивайте скорость ответа тогда. Все. У меня был такой кейс году в 2007. Я хостил свой сайтик на своей же машине, еще тогда белые айпишники, это было там за 100 рублей или даже бесплатно для всех. Вот, и я хостил у себя сайтик, сижу, играю в контру или во что-то там, тормозит, думаю, что за фигня. Захожу в интернет, как он, ИИС, забыл, как расшифровывается, это Internet древний сервер. Information Server. Internet Да-да-да, Information Server. Microsoft. захожу, смотрю Зачем логи ты его там, поставил себе? Как ты мог? Так, забей, это было только начало, это я были понял. самые веселые времена. Это было Смотрю очень логи, весело. а там прям много запросов, все мои, вот там я выкладывал карты, картинки, еще что-то, а интернет слабый, там 127 килобит в секунду, еще и комп тормозит, а я еще и, не знаю, PHP-шники, наверное, поржут, я еще контент отдавал через Pass.ru, есть такая функция, короче, это пыха читает и просто выплевывает все в буфер output. Это жесть, нельзя так сейчас делать. А я такой смотрю, кто-то вот с одного айпишника кто-то долбит мой сайт. Он нафиг никому не нужен был никогда. Я быстренько 5 секунд ввожу. Если айпишник такой-то, вывести ему, типа, что тебе надо, чувак, привет. А потом, потом через время логи более так проанализировал. Оказалось, это просто меня Google сканировал, индексировал мои страницы. Отлично. А я ему там hello, что тебе надо? Кстати, по поводу Гугла, по поводу индексирования и все прочего. Есть Google Translation, знаете. И, соответственно, если злоумышленнику очень надо, он может пользоваться такими сервисами, как Google Translation, для того, чтобы просматривать ваши сайты, при этом самому не палиться. Ну и так далее. Ну, я так на всякий случай. Что вы, наверное, знаете, но вдруг. Кстати, по поводу сканирования инфры. Вот буквально недавно у меня на агрегаторе было тоже открыто много лишних портов, и я об этом не задумывался. Но в какой-то момент я начал смотреть прям на сайте агрегатора, вот когда мы смотрим тестовый а, интерфейс, и прям в нем видел в реальном времени, как кто-то сидел, перебирал все мои, пытался найти уязвимости. И после этого я понял, что пора уже закрывать все свои порты. Кто-то Пора этим что-то всем делать, да. пытается пользоваться, да. А, так, У меня, и если что, есть несколько вопросов, Паш, если ты уже хочешь завершать. давай вопросы свои, и еще в чате надо посмотреть. Нет, завершать пока Ну, не хочу, вопросы есть. да, хорошо. Александр, можешь дать быстрые какие-то такие короткие рекомендации, что нужно делать для цифровой безопасности на уровне, наверное, пользователя, ну или там частной жизни, на уровне малого бизнеса, предприятия и, наверное, корпорации. Наверное, тут нас корпораты не слушают, но все же
рекомендации, как жить более безопасно, что делать. Ну, смотри, есть принципы базовые. Первый принцип – это один сервис, один пароль. То есть, если ты зарегистрировался на каком-то сервисе почты, например, на Gmail, у тебя один пароль, ты зарегистрировался где-нибудь на Яндекс.Мейл, на Mail.ru или где-то еще, у тебя должен быть другой пароль. Однозначно совершенно. Ты зарегистрировался в каком-нибудь СДЭКе или на почте, или где-то еще, у тебя должен быть третий, четвертый, пятый, шестой и так далее. То есть один сервис, один пароль. Никаких вот переиспользования паролей – это одна из самых плохих вещей. Это раз. Короче, password Два. менеджер Форелла. Однозначно. И хранить все пароли в одном месте. В блокноте. Обязательно. Конечно. Чтобы уже, если накрылось, то все уже. Пропадай все это пропадом. Значит, второй момент. Пароли должны быть 12 символов плюс. Никаких вот этих вот там раз, два, три, четыре, пять, QWERTY, раз, два, три. Мы задолбались, ребят, не поверите. Вот есть вид атаки password spraying. И практически через компанию, вот за последние 2 недели я уже, наверное, охренел просто. Порядка 5 компаний с паролями QWERTY раз, два, три встречаются. Причем одна компания, у них эта система, то есть вот создается пользователь новый, ему дается пароль QWERTY раз, два, три с просьбой: чувак, поменяй, пожалуйста, по следующем входе. Чувак говорит: да-да, конечно, хорошо, и такой же пароль вводит. То есть там еще даже нету правила, что нельзя повторно пароли переиспользовать. И у них вот этих вот учеток с паролем QWERTY раз, два, три было 46 штук, ребят. 46, представляете? Вот там у них всего, я не помню сколько, около 500, по-моему, сотрудников. И 46 вот этих вот логинов. Короче, пароли должны быть сложные, нормальные, серьезные пароли. Это второй момент. Это знаешь, как Да. найти шарящего чувака, айтишника, как найти в компании. У всех QWERTY 1, 2, 3, а у айтишника будет 1, 2, 3, 4. QWERTY Ну, 1, 2, всё, 3, да, 4. это Это будет уже не сложно. хакается, Это это уже уже надежно. однозначно, да. Значит, следующий момент – это двухфакторка. Везде, где можно, включайте второй фактор. Однозначно, совершенно, для того, чтобы было, было И понадежнее. не почту при этом. И не почту при этом. Нет, лучше телефон. Да, давайте сейчас, только не спрашивайте меня, пожалуйста, как пользоваться железкой под названием HackRF. Я сейчас не буду про это рассказывать, как смс-ки взламываются тоже. Давайте, не наша тема сейчас, ладно? Просто второй фактор – это хорошо. Вот. Это лучше, чем без него. Лучше, наверное, аутентификатор вот этот приложуха, да? Типа Google аутентификатор или там... Здесь все по-разному. Я предпочитаю, чтобы у меня в менеджере паролей там есть такая вещь, как вот этот самый второй фактор, ОТП. Он может быть ТОТП, может быть HOTP, могут быть там разные другие варианты, миксы, комбинации. Вот лучше, чтобы там все это было. Ну, мне так проще. Потому что эти 100-500 разных приложений для второго фактора, они меня подбешивают, если честно. Ну, я Вот. имею в виду одно приложение, просто там Да, разные аккаунты, и да, оно... согласен. Самое главное, чтобы оно хранилось у тебя локально, а не где-то в облаке Гугла или Яндекса, или Касперского, или неважно кого вообще, в принципе. Вот. Следующий момент важный. Не игнорируйте требования безопасности компании, в которой вы работаете. Если, например, в компании вам говорят, что, ребят, пожалуйста, вот у нас есть определенные правила, придерживайтесь их, старайтесь их придерживаться, потому что, скорее всего, давайте, всякое бывает, конечно, я сталкивался там с самодурами из мира ИБ очень часто, но тем не менее, есть требования компании, которым надо придерживаться, и, соответственно, старайтесь их, с пониманием к этому относиться, потому что там все не просто так сделано. По поводу компании, у меня есть целый список основных ошибок, базовых, которые совершают системные администраторы, когда настраивают инфраструктуру. Вот. Недавно делал на эту тему небольшой докладик на конфе. Соответственно, из этих рекомендаций могу сказать, что одна из основных ошибок, это ключевая, это отсутствие системы резервного копирования. Вот. Бэкапы должны быть обязательны. И сейчас здесь надо уточнить один важный момент. Что я подразумеваю под бэкапом? Я под бэкапом подразумеваю не то, что вы сохранили копию документа на тот же самый диск или на тот же самый сервер, или даже на сервер в соседней комнате. А я подразумеваю, что у вас есть система резервного копирования, которая в случае, если злоумышленники пробрались в вашу инфраструктуру и зашифровали нахер все, чтобы они не могли добраться до вашего бэкапа. Чтобы вам не... Вот у нас несколько было случаев, когда клиенты обращались, говорят, нас зашифровали. И денег требуют.
Вот требуют денег тогда, когда бэкапы тоже зашифровали. А если бы у них бэкапы были бы, никаких проблем бы не было. Так вот, система резервного копирования должна быть устроена определенным образом, чтобы в случае полного трындеца все равно можно было из нее восстановиться. Да, один день потерян по данным. Окей, хорошо, переживем. Но все остальное на месте. Вот я про такую систему резервного копирования говорю. Как ее устроить, это тема отдельной дискуссии, но тем не менее, если что, потом расскажем. Но вот это вот Конечно же, на Mail.ru, ключевой момент. Ну чтобы да-да-да. все туда. Вот, Клауд. это ключевой момент важный про систему резервного копирования. Это основное. Вот. А все остальное уже там утечки, если мы говорим сейчас про защиту от утечек, ну, как бы здесь надо смотреть, какие средства мониторинга стоят. Чаще всего средств мониторинга не стоит, либо они стоят, но они не настроены правильным образом. И часть паттернов просто пропускают. Вот самый распространенный пример – это как раз атака password spraying. Это когда берется топ-10, например, или топ-5 самых распространенных паролей, как QWERTY раз, два, три, или QWERTY раз, два, три, 4, вот, или QWERTY раз, два, три, и там какой-нибудь там символ собачки, берется этот списочек, берется список пользователей, про которые мы уже говорили, как мы его нашли, и по каждому пользователю пытаются последовательно эти пароли применяться. Вот если такой вид атаки проводить не больше, чем 3 попытки на одного пользователя и делать это в течение нескольких дней, то нас не банило вообще, и никакие вот эти вот тикеты в системе безопасности не всплывали. То есть система просто игнорировала, как будто всё нормально. Чувак просто ошибся 3 раза подряд, подумаешь. А то, что это множественные запросы с одного айпишника идут, почему-то оно не видит. То есть система мониторинга не настроена, не работает. Поэтому, обращаясь к корпоратам, хочу сказать, что не все средства мониторинга настроены корректно. Вот. И такие виды атаки они должны ловить однозначно совершенно. Как и множественные запросы к серверу. То есть Ну, им надо учения проводить или что? надо проводить учения, надо смотреть, что они видят, что они не видят, надо изучать техники хакеров, надо приглашать Red Team команды, либо свою заводить, либо пентестера заводить, смотреть, как он работает и так далее. В обязательном порядке. Давайте, Дальше. У- можно, хотя Да, ладно, давай, если есть что еще сказать, говори. последний момент сюда же. Нету плана по восстановлению. То есть, если что-то начинает происходить, то все. Ребята разводят руками и пытаются судорожно что-то сделать, потому что нету четкой инструкции. Например, пошло заражение, они не знают, что выключать. Вот что выключать, куда бежать, что делать. Фиг его знает. Вот на этот случай должен быть регламент. Его нету. Вот, как бы, коротко. У меня список большой, но как бы вот пока вот так. Дергать ручку пожарной сигнализации, чтобы все серваки разом залило там чем-нибудь. Типа того, да. Так, я хотел бы немножко по вопросам из чата пройтись. Так, вот давайте по поводу по поводу принуждения смены паролей через месяц-два. У Microsoft есть Бред. рекомендация Это решать такое. идиотизм. Мгм. Это идиотизм полный вообще. К чему приводит? Значит, чем чаще меняется пароль, тем слабее он становится. Люди начинают забывать, начинают записывать на бумажке. В итоге это приводит к тому, что пароли на бумажках наклеены прямо на экране монитора и так далее. Ну, короче, под клавиатурой лежат часто. В общем, бред полный. Мгм. Спасибо. Ну, мгм. Давай следующий вопрос, тоже про пароли. Если у тебя стоит двухфакторка, пароль можно сделать QWERTY 1, 2, 3? Смотря какая двухфакторка. Давайте так. Потому что Ну, я в знаю, общем, если e-mail, лучше не то надо. сломают. Лучше не надо, да. Мгм. Лучше не надо. Тут Вообще получается, Паш, что у тебя просто первый фактор обнуляется. Если ты там 1, 2, 3 сделал, то все Типа как бы. того. Какой вот Это смысл? мать еще фактор. был выше вопрос тоже от Влада. Насколько безопасно сейчас хранить креды в приватном гид-репозитории или в приватном докере? Ну, давайте так. Что такое приватный? Если это ваш локальный компьютер, который у вас не подключен к интернету белым айпишником, то есть он подключен, но через шлюз, и как бы, окей. А если это ваш приватный, но он у вас торчит в интернет, и кто-то может туда зайти и посмотреть, как бы такое себе.
Ну, приватно имеется в виду, что либо это какой-нибудь GitLab, свой приватный сервер может быть. Да, но вопрос, где он? Он в закрытом контуре торчит или он торчит наружу для всеобщего обозрения? Ну, даже если и в закрытом, то как раз-таки ситуация, где кто-то получил доступ во внутренний контур, зашел в GitLab и увидел там этот репозитории и креды, наверное, это равносильно тому, Это, что на почте увидел. это такой себе, да. То есть лучше хранить в зашифрованном хранилище специальном для этого, ну, специально для этого предназначенном. Мгм. Так, у нас есть еще немножко времени, и вот вопрос про инфру я все его пытаюсь задать и никак не могу. Вот я так понимаю, что инфра наша постоянно меняется. И у нас там мы можем новые сервисы добавлять, можем еще что-то. Вот когда ты один это делаешь, и у тебя там 3 сервера, то, наверное, уследить за этим еще как-то можно. Если компания, у которой тысячи серверов и есть 10 девопсов, и тут еще нужна какая-то вопросом задаться, насколько можно доверять этому девопсу. Потому что вот ты рассказывал ситуацию, где чувак свой там проектик какой-то шарил, а другой Алексей, классный пропеллер. А другой чувак, девопс может и игровой сервер запустить, продавать его. Кто мешает? Вот что делать в этом случае? Как такие вещи, вот когда постоянно все меняется, за всем не уследишь, что делать-то? Первое. Если вы знаете список айпишников, которые у вас есть, надеюсь, что он не конечный, то с упорством маньяка либо написать скрипт, либо обратиться в какую-то специализированную компанию, либо поставить какую-то утилиту специальную, которая будет сканировать ежедневно. Или раз в неделю, или раз в месяц. Тут, ну, давайте, вот можно пофантазировать. Здесь надо выбрать какой-то оптимальный вариант. В прошлой компании, в которой я работал, у нас стоял сканер уязвимости, который, соответственно, делал каждый день сканы. Это Вот. непрерывные пентесты. Ну, это не пентест, это сканирование, но тем не менее, да, условно говоря. То есть здесь вопрос, каким образом, э, ну, это сделано. Вот. То есть какая-то утилита, которая будет просто ходить и проверять все ваши айпишники для того, чтобы вы могли определять, сказать, о, нифига себе, порт новый появился. А с какого-то фига он здесь появился, если его здесь быть не должно? Только так я это вижу. Там еще опасность в том, что даже если есть CM-система какая-то, то есть система, в которой собираются события по информационной безопасности, может так получиться, что сервис, который подняли новый, его туда просто не добавили. Как бы, ну, все, CM есть, даже SOC есть. То есть Security Operation Center, в котором ребята сидят и все мониторят. Но только этот сервис, он туда не добавлен, его вообще там нету. Вот, его ночью подняли вечером, и как Короче, бы здесь везде человеческий фактор. Вроде 100%, фаерволы есть, но айпишник новый забыли, 100%. домен забыли, там не продлили домен. Ну, короче, и Прям, вас, я так понимаю, заказывать каждую неделю тоже не получится, потому да, что дороговато. и дороговато, и вы будете неделю сканировать, а за неделю можно там А еще за неделю 10 можно, тысяч да, именно так. айпишников добавить. Именно так. А, Приходилось ли физически проникать на территорию предприятия, там, не знаю, пенетрировать людей, ну, точнее, взламывать людей, как-то вот с лестницей проходить, такой мужик с лестницей везде ведь пройдет. Почти везде, да, приходилось успешно, благополучно. Я выносил сервер из одного провайдера. Прям Вот. физически, да, взял Называть не сервак и буду. ушел. Нет, не физически я выносил виртуально. Давайте там с помощью методов социальной инженерии, значит, я пообщался с сотрудником компании, который предоставляет VDS, VPS-сервера и прочий хостинг. Вот. Потом приехал туда ножками к нему в офис. Несколько раз по дороге еще ему позвонил. Если будет интересно, там эта информация, мне кажется, уже писали мы даже. Где-то выкладывал, наверное. Вот. Убедил его в том, что мы плохо уволили сисадмина, и он сейчас удаляет все данные с сервера, нужно его срочно отключить хотя бы.
Вот. И я вот так достал этого парня, что когда я приехал, он мне предоставил доступ к личному кабинету, прямо у них там в офисе, не спрося меня ни документы, вообще ничего, просто кто я, откуда, ничего. Вот. И я спокойно поменял все на свои реквизиты, там, логины, пароли, имейл свой, номер телефона свой сделал, вот просто все свое. И генеральный директор, которая со мной приехала, ну, потому что, ну, я один побоялся ехать, я говорю, давай ты со мной, потому что тебя там примут, то хотя бы ты скажешь, что это ты заказала пентест как бы своего сервака, это ее сервак был. Вот, она просто офигела, совсем вот просто офигела, потому что такого она не ожидала. Были случаи, когда мы проходили, я подождал, значит, это офис достаточно крупной компании, я подождал, пока выйдет покурить охранник, он там был один на ресепшене, перешагнул через турникеты, когда он просто отвернулся, я перешагнул, как будто он открыл, там не пищало ничего, ничего прикладывать не надо было, и спокойно по лестнице поднялся наверх. Вот. Были случаи, когда я убеждал несколько раз, это было сотрудников бизнес-центра, пропустить меня, сделать мне пропуск. Вот, разными способами. В одном случае я наезжал, в другом случае, наоборот, мило улыбался и общался. То есть по-всякому было. Последний случай, ну, наверное, вообще очень интересный. Значит, попросили также проникнуть в офис. У ребят дверь такая, знаете, ну, хорошая, нормальная дверь. Вот вход по отпечатку пальца или отпечатку морды. То есть ты приходишь, там вот этот вот инфракрасный сканер 3D, то есть там вот фотографии не подставишь. Ну, не работает. Пин-код можно еще попробовать ввести. Ну, там дальше, там, да, идея инфракрасным этим самым, подсвечивать, какие кнопочки нажимали, вот это все, вот, этот бред. Можно, конечно, попробовать, там, мишки желейные для того, чтобы отпечатки пальцев сделать, как бы все можно попробовать. Но меня убило другое, значит, я отказался проводить пентест по одной простой причине. Мы когда мне попросили посмотреть, сказали, что ты включи, пожалуйста, это все в коммерческое приложение, для того, чтобы мы вот, ну, оценили, ну, заплатили, вы проверили. Я просто на выходе из офиса подозвал сотрудницу, я говорю, вы можете здесь постоять, чтобы у вас как бы морда лица вас не сканировала, но вы видели, что происходит. Взял вот такую карточку пластиковую и сделал вот так одно движение рукой, сунул карточку в щель между дверью и этим, ну, наличником и открыл. Я говорю, вот вы уверены, что вам нужно что-то здесь еще тестировать? Если у вас здесь вот этот, извините, английский замок условный, ну, там он не английский, там он был специальный, но вот Ты фильмов насмотрелся, где так я? Нет, подставляют карточки, поэтому это сможешь они. сделать. Я не поставлял карточки, я Не нажал на язычок не двери, все хакеры физически это открыл, знают. и все. Да, но это же вот, понимаете, поэтому да, ответ да, были физические проникновения разные. Вот. Вот такой случай с дверью у нас 2 раза было. Первый раз был мой сотрудник так сделал, в другом, ну, ездили там на выезд. И вот недавно, это было несколько лет назад еще. И вот на позапрошлой неделе у меня был такой случай забавный. Ну, для меня Здорово. забавнее, для тех, кто потратил миллион тысяч на эту дверь с этим замком, было вообще не прикольно ни разу. Они А очень там расстроились. вопрос, наверное, решается одной реечкой, которая обычно даже на Да. деревянных дверях ставится, а дверь, получается, от себя открывается. Нет, она Да, на можно себя просто... открывается. Она на Да, себя открывается, поэтому надо, давайте А, ну, короче. давайте обратно в интернет, в веб перейдем. Давайте. А тут Поэтому ответ да, проникали. Ну еще, если можно сказать, вот шлагбаумы открывали спокойно. Тогда еще флиппера не было, но у нас были уже подобные устройства. У меня до сих пор валяется где-то здесь. Вот. Сейчас же я уже на флиппер перешел, понятно. А так вот, да, шлагбаум открывали, заезжали внутрь. Вот. Только там еще мы одновременно 1С сломали и могли выписать себе товары на складе. А вот что по поводу уязвимостей в пакетах? Не в магазинных пакетах, которые там выдают, а вот такие уязвимости. Есть у тебя что А, рассказать? Но что- это вендорная уязвимость имеется в виду. Когда ты пишешь программу, подключаешь какую-то библиотеку. Ну, мы, в принципе, это косвенно поднимали, когда про SSH говорили. А вот Это атака на цепочку поставок классическая. То есть ты вот не используешь уверен. какую-то библиотеку, она у тебя дырявая. Может, это те пакеты, которые передаются от одного до другого сервера? Ну, пусть коллеги напишут чуть поподробнее. Давайте, вот, значит, про атаку, про цепочку поставок мы говорили уже про SSH.
такая была. Вы помните, там была атака на... Короче, один парень достаточно долго, 2 года, по-моему, они этим вопросом занимались. Он узнал, что есть библиотека, которая занимается, по сути, архивированием, простите, архивированием по типу 7-zip. И она информацию, которую SSH передает в целях экономии трафика и ускорения работы, она ее, соответственно, архивировала. Тогда, когда это все разрабатывалось, скорости были еще не такие, и нужно было сжимать трафик максимально. Поэтому такая библиотечка работала. Ее поддерживал один чувак, который уже старенький, ему уже скучно, ему уже лень. И пацаны нашлись, боевые молодые, которые решили этим вопросом заняться. Заняться решили не просто так, и потихоньку, там изменения 1, 2, 3, потом их сделали монтейнерами, и потом они спокойненько уже сделали как раз такую библиотечку, которая внезапно замедляла работу. И выяснилось все чисто, условно случайно. Другой боец, опытный, обнаружил, что у него задержка в секунду идет, когда у него это работа. Он такой, типа, что за фигня? С какого перепугу у меня такая задержка? Начал выяснять и выяснил, что проблема в этой библиотеке. Полез разбираться в исходнике, сказал, красоты, нифига себе. Ну и вот, пожалуйста, атака на цепочку поставок на библиотеку конкретно. Open source верить нельзя. Никому, к сожалению, верить нельзя. И open source в том числе. Да. Доверяй, но проверяй. Да, своему коду уже, наверное, доверять нельзя, особенно когда чат GPT его генерирует у тебя под руками. И в связи с этим такой вопрос. Как современные технологии в области АИшки, то есть вот эти чат GPT и прочие там LLM-ки, помогают взломщикам или защитникам, тем, кто защищается, точнее? Смотрите, давайте так. Нам пока АИшка из того, что она помогала, она писала нам скрипты периодически. Вот. Не АИшка, это чат GPT. Уж насколько он там АИшка, я не знаю, но тем не менее. Вот. Чат GPT писал нам скрипты, некоторые, но чаще всего мы пользуемся все-таки пока без АИшки. Вот. Есть сейчас примеры анализа трафика с помощью АИ и довольно успешные определения атак на основе анализа именно трафика перехваченного. Но это должен стоять условный TCP-дамп какой-то, который будет, соответственно, перехватывать весь трафик, забирать его, потом разбирать его там до 7-го уровня. Если мы сейчас модель оси, да, вспомним, разбирать его, если он не зашифрован еще, внимание. И потом уже анализировать. Но даже без этого есть возможность анализировать трафик, даже если он зашифрованный, на основании просто типа пакетов. Там, например, DNS, знаете, наверное, есть DNS-туннели, есть ICMP-туннели, там есть всякие SSH-туннели и так далее. И вот этот трафик тоже можно анализировать и получать информацию на основании, даже не зная содержимое пакетов, просто на основании того, что трафик аномальный. Например, или у вас просто исходящий трафик большой стал. А из чего он стал большой исходящий трафик? Почему он больше, чем входящий, да, например? На основании чего? Что мы сейчас раздаем или что у нас происходит? То есть тут можно паттерны делать на основании определенной информации. Так, пакеты на публичной уязвимости сегодня сканируют и IDE, и CI/CD, и registry провайдеры. Я, честно говоря, не очень понимаю, какие пакеты, TCP-пакеты или что? Какие именно? Коллеги, напишите, пожалуйста, чуть более подробно, я не очень понял. Понятно, что TCP-пакеты провайдеры могут сканировать при условии, что они не зашифрованы. Если они зашифрованы, если у вас какой-нибудь стоит VPN-чик интересный, любопытный, то что они там будут сканировать? Мгм. Я тут замьютился, прога вылетела. Вот про AI для поиска инцидентов и прочего, это можно, кому интересно, поизучать тему AI Ops. То есть там на метриках и на прочем, на прочих вещах observability, создаются инциденты AI-шкой. Очень интересная тема. А так, в качестве атаки, я не знаю, сейчас... Я слышал, что некоторые взломщики начинали уже использовать LLM-ки и прочее для взлома капчей.
А потом эту АИшку начали использовать, чтобы генерировать более устойчивые капчи. Вот сейчас вот это противостояние, не знаю, чем оно закончилось, но тема тоже интересная. Капчи все-таки можно, я думаю, какие-то входить. Но смотрите, в чем проблема с капчей? Давайте в 2 словах. Это время. То есть вот это как раз замедление работы брутфорса и всего остального. То есть даже если капча стоит, даже там 100-500 этих вот аишек злоумышленники используют. Если у вас стоит капча, и она замедляет работу, даже если они ее успешно распознают, хрен с ними, но она замедляет работу, и процесс, соответственно, сильно замедляется, то есть большая вероятность, что злоумышленники пойдут другую компанию ломать, потому что они просто замучатся пыль глотать. Если они за сутки смогли там, условно, там, 1000 запросов сделать всего, это ни о чем просто. Ну, топ паролей можно перебрать. Это уже лучше, чем 3 попытки или 5 попыток. Ты Я хотя бы, может, согласен. твой пароль уже искомый пароль в там Нет, топ-20 я находится. имею в виду запросы, то есть не попытки перебора паролей. То есть по поводу перебора паролей там нужно отдельно уже делать. Это средство защиты, которое будет блокировать айпишничек, с которого такое количество попыток идет. А я имею в виду, в принципе, запросы какие-то там на регистрацию, на авторизацию, на что-то еще. То есть они какой-нибудь краулер автоматически А, сделали. У нас Вот. осталось уже 0 времени, но вопрос Ну, хотелось бы... Сори, Алексей, просто вот этот последний вопрос. Я понял вопрос. Есть, уже в Docker регистре сканеры на уязвимости, есть уже куча библиотек, которые сканируют пакеты публичной библиотеки. Кто-то код пишет, и вот они сканируют, есть ли там уязвимости. Вот это, наверное, про сканирование кода на уязвимости получается больше. И докер образов. Вот про это что скажешь? Я могу сказать, что есть, да, безусловно, сканеры, которые могут такие вещи делать, но здесь надо опять-таки понимать, давайте, еще один кейс. Open Registry, да, вот классическая система. Хорошо ли она защищена? Вот она торчит наружу, хорошо ли она защищена? У нас были случаи, когда мы просто заходили в Open Registry под дефолтными кредами, то есть под никакими фактически, и получали доступ ко всем образам контейнеров. Дальше у нас была возможность эти контейнеры подменить, содержимое контейнера внести изменения, и вуаля, все серваки, которые будут развернуты с помощью этих контейнеров, они уже содержали в себе уязвимости. При этом, если сканер проверит эти контейнеры, там ничего такого специфического не будет. Просто там будет по умолчанию забит логин и пароль администратора, например, нашего. Или разрешения будут уже в IP tables прописаны нужные и все прочее. Также там есть возможность, представьте себе, у вас в Linux есть возможность огромное количество закладок засунуть. Например, вы можете это сделать при инициализации сетевого интерфейса. Вам не обязательно это записывать там в автозагрузку, условно говоря. Вы можете сделать запуск вашего скрипта, когда у вас интерфейс инициализируется. VPN-интерфейс, там сетевой интерфейс, вот просто, да, то есть и ищи потом. Ищи в Linux, давай, разбирайся, куда мы это все засунули. Там столько места для того, чтобы можно было запустить какой-то скриптик, про который никто ничего не заподозрит, ни один сканер. Дофига. Поэтому если Open Registry у вас открыт, ой-ой-ой. Ну, Лучше в VPN его внутрь, за VPN прячьте и убирайте его снаружи. и я так понимаю, что вот эти сканеры кода, если они даже существуют и работают, то можно, если возьмем какой-нибудь джуна, он может наговнокодить так, что сканер просто никогда и не поймет, есть ли там уязвимость или нет. А, Ну да, да, может. Но, в принципе, давайте так. Любой сканер – это лучше, чем его отсутствие. То есть каждый новый уровень, каждое новое средство защиты, оно позволяет защититься лучше, чем было до этого. Стопроцентной безопасности не бывает, но хотя бы что-то будет сделано. Это все равно лучше, чем ничего, однозначно. Поэтому да, если есть такая возможность, такие сканеры у вас, ребят, стоят, это круто, это хорошо. Это уже лучше, чем ничего.
как сказал Игорь, ломаешь — платят. Ты ломаешь сервисы, тебе за это деньги платят. И вот разработчики, тогда разрабы тоже своего рода пентестеры, они вечно прод ломают. Ну, Отлично. тут к предыдущей, ну, к этой теме еще можно добавить, что, ну, сканеры есть, и надо не забывать их запускать. Тот же Composer Audit, он просто сверяет пакеты по CVE-шкам, ну, по базам CVE-шек, и хотя бы вот вам выведет, что вы используете какой-то пакет с уязвимостью, просто обновите его. Это Да, тоже хоть отлично. какая-то, но мера. Не, это отличная мера на самом деле. Это Ну, очень крутая хорошая мера. мера, да. Да, Я просто к тому, что не всегда CVE-шки попадают в базу. То есть их еще должны кто-то обнаружить, занести в 100%. базу. 100%. Мы вот вчера буквально обнаружили у ребят уязвимость в Java библиотеке, которую они использовали. Ну, она старая, устаревшая, давно пора менять, уже было обновлять. Ну, не обновляли по неизвестной нам причине. Ну вот. Поэтому, да, была бы такая штука, они бы знали хотя бы об этом. А ваша команда находила 0D уязвимости когда-нибудь? Нет, не находила, мы этим не занимались целенаправленно. Ну, давайте так, мы нашли одну уязвимость, можно сказать, что на 0 но она на специфическом сервисе у заказчика. Поэтому В закрытой в нельзя их назвать. коде, то есть их... Ну, Что? понял. Да, Ну, то то есть есть это в в их их коде, то есть продакшн, это не да, да, публичный, не да, open source, да, да, ничего совершенно такого. верно. Поэтому вот мы не занимаемся такими вещами, у нас нет таких задач. Кстати, у нас в телеге Владимир сегодня написал историю, что однажды он взломал Битрикс в одной ростовской конторе, и его собеседник спросил, что я забыл, что он спросил, но там типа тебя за это посадили, наказали или что. Он сказал, нет, я пришел к ним на собеседование, положив свое резюме на сервер в папку темп. Они были Мгм. удивлены. Ну, нормально, что, если позволяет. Да. Я вот помню историю про одного парня, который зачем-то сломал РЖД и их инфраструктуру. Вот. Зачем он это сделал, я не знаю, и потом долго разбирался с этим. Он им хотел помочь, наверное, что-то хотел им показать, но вместо этого его там чуть не осудили. Не знаю, чем дело кончилось, я перестал следить за этой ситуацией. Вот. Ребята, Проблема в не том, что... взламывайте. Что? Я говорю, ребятам не взламывайте чужие сервисы. Да, не надо, да, Только пока, свои. пока Без договора нет, договора. да. Просто те же уязвимости, я почему так к РЖД, потому что эти уязвимости, они торчали наружу. Вот, я когда ехал в поезде в Питер, вот, мне было скучно. Я просто сидел, смотрел в окно, печально, и увидел эти уязвимости. Вот. Я Я не на стал Хабре ничего много делать. статей читал об этом, как в РЖД все вот торчит наружу и через Wi-Fi там во внутреннюю сеть заходят. Вот Не вообще. надо, не надо, даже рассказывать не надо. Я это все. Вот проблема в том, что я радуюсь, я это все увидел за год до первой статьи примерно. Я никуда не полез, ничего делать не стал, я просто спокойненько все убрал, ноутбук убрал и сел пить кофе там. Просто жене сказал, что мы карточками здесь расплачиваться не будем, только наличкой. Вот, и все. И дальше, через год, вот это все вот случилось. Поэтому я прекрасно понимаю, о чем речь там. В общем, короче. А, Так, ну давайте подведем итоги. Кто-нибудь хочет подвести итоги? Сломать можно всех и вся. Решает что? Человеческий фактор, Человеческий фактор, не- да, решает многое. нежелание заниматься своей инфрой. Занимайтесь инфрой, чуваки. Да. А что я могу сказать? Не ломайтесь и ставьте в агрегатор. Да, Александр, тебе еще в чате уже спрашивают, как с тобой связаться. Для тебя есть работенка. Можно телегу, да, телегу мы можно дать. Алекс, подчеркивание, Дмитриев в телеге. Мы Вот, под постом напишем да, то, что ты Да, пишите. скажешь. мы разместим, Мгм. чтобы ты мог похалтурить, так сказать. Пообщаться. Да-да-да. Ладно, спасибо всем.
Да, Спасибо тебе, спасибо, Александр, ребят. что пришел к нам, нашел на нас Спасибо. время. Я с удовольствием прослушал эти 2 часа, и я вижу, как у нас вначале было 30 с лишним человек, и оно постоянно, значит, эта тема была достаточно интересна для всех. Спасибо всем, кто пришел. Да, всем Ты спасибо, просто всем пока. страницу не обновил, Паш. Обнови Это страницу. можно, да. Да, все, всем хорошего вечера, Да, ночи. все, пока. Всего хорошего. Пока-пока. Пока.